познавательных чтений. Приветствуем вас, участники очного пленарного заседания. Мы благодарим всех, кто сегодня работает с нами в нашем Очень рада приветствовать всех, кто подключен к нам дистанционно. Сегодня у нас 108 студентов. И мы приветствуем все муниципальные образовательные фонды. Это фонды 400 образовательных организаций нашей республики. Коллеги, мы очень рады, что именно наше направление образования сегодня открывает работу и направление рождественского образования. Очень важно, что мы открываем работу нашего направления духовностное воспитание и патриотическое воспитание детей. Для нас это традиционная тема, но ежегодно мы понимаем, что мы должны перед собой ставить не только новые задачи, но и осмысливать те процессы, которые в рамках государственной политики Российской Федерации регионы сегодня рассматриваются именно уже как методы, как формы воспитания. Конечно, наше внимание меняются. Важно, что образование актуальные проблемы обучения истории воспитания молодежи и наши коллеги Конечно, очень важно, что в рамках нашей конференции мы будем обсуждать образование. Это случайно. Сегодня посвящаем это знание каждый из образом сегодня воспринимают нашу историю. Это мы сегодня, уважаемые коллеги, это и символический дар, который во всех будет осмыслен с точки зрения который будет патриотическое воспитание детей и молодежи, которое проходит в Ком Республиканском институте развития. Все сегодня с нами.
Конечно, мы рады, что сегодня в этом зале это важно, потому что понимаем, что образование сегодня. Уважаемые коллеги, Духовно-нравственном воспитании а может чуть мало. Мы ставили свою задачу первого я смотрю, пятого я класс основа ну, 11 класс уже, значит, выпускной, и здесь должны готовиться к экзаменам. Тем более, что в этом году у нас большая подвижка, значительно вырос парад. Химия, когда я поздравляю еще с началом нашей уважаемые
Коллеги, лауреата Да. Андрею Владимировичу, преподавателю, организатору безопасности деятельности, сертификации торговой технологической техники. Работает конкурсная комиссия. Я благодарю всех, кто принимает участие в экспертизе. Это очень серьезная работа. Знаете, номер один Кара. Гениально. Я бы сказала, он гениальный. Либо слышно, либо видно, да? Да? М, А как так? Ты все включил день? Да. Ну вот же идет. Творчество – это очень ценно с точки зрения Это понимания того, что наши дети получают пространство, но Точка. зрение, детки. Что? наши И дети, детки. мы всегда видим, конечно же, вот эту духовную проникновенность наших детей именно в исторический мир. А мы с вами сегодня расскажем Да. одного из победителей конкурса. Поэтому благодарю вас, Анна Николаевна, что вы нашли возможности сегодня на открытии конференции вместе с нами. Благодарю Да. вас, конечно, вашего победителя. Спасибо. Галине Владимировне, ее вклад в то, чтобы чтения состоялись очень значительный. Значит, во всех советах принимала активное участие, и вот мы здесь собрались на ее площадке. Вот, Галина Владимировна, поздравляем вас, желаем вам. Я хотел бы еще пригласить сюда матушку Тамару, вот, которая тоже трудится на мире, на благо церкви, как сотрудник МИРО, и как матушка, как помощник руководителя отдела религиозного образования. Чтения состоялись, с чем вам, матушка, поздравляю. Итак, уважаемые коллеги, официальная часть завершена, и мы приступаем к пленарному заседанию. Коллеги, кто к нам подключен, вы можете видеть не только наши выступления, но также у вас есть презентации, вы можете их параллельно с выступлениями просматривать, отмечать что-то в этих презентациях для себя. Первое выступление для нас очень значимое. Иерей Максим Стыров, священник храма святого благоверного великого князя Александра Невского, город Сыктывкара. Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем Севера. Уважаемый Иерей Максим, ежегодно вы принимаете участие
нашей конференции. Я считаю, что это конференция, которая благодаря вам приобретает новый профессиональный смысл. И сегодня очень тема значимая, непростая, но она связана как раз именно с тем ценностным рядом, который надо формировать. Формировать не только у детей, но, наверное, о нем задумываться должны и родители. Конкуренция как образ жизни, отношения секулярного мира и Церкви Христовой. Уважаемый Максим, вам слово. Дорогие друзья, приветствую вас. Знаете, вот эти дни, я, конечно, скажу прежде всего о наболевшем, но актуальном, потому что об этом нельзя молчать. Эти дни, конечно, они пришли вот в горячем обсуждении известных проблем. Да? Это обязательность или необязательность вакцинации. Вот. И грядущее ужесточение в плане применения QR-кодов. Вот вы сейчас поймете, какое это отношение имеет к нашей теме, на самом деле в глубине духовное очень тесно. Конечно, церковь, в принципе, и раньше, и сейчас она выступает против обязательной вакцинации, потому что у человека есть свобода. И свобода – это образ Божий в человеке. И эту свободу надо ценить, потому что сам Бог ее ценит. А тело, оно также неприкосновенно и также свято, как и душа, хотя и подчиняется душе. Вот. А вот в этой политике ограничения по принципу QR-кода видится, во-первых, унижение человека, это унижение. Скажу честно, прямо так, потому что так считаю. Даже самому пришлось пережить. Вот. Во-вторых, видите, разделение, об этом все говорят, да, что людей вот разделяют разными фразами, все вот это чувствуют, что происходит разделение людей, разграничение, отделение друг от друга. Хотя даже как врачи говорят, что даже с медицинской точки зрения нам полезно общаться, и целоваться, и обниматься, это нам нужно, да, в том числе для иммунитета нашего. Вот. И вы знаете, вот в этом видите, я вчера прям почувствовал этот дух, определенный заговор. Ну, только не подозревайте меня в какой-то конспирологии. Что это за заговор? Да? Это очень своеобразный заговор. Это заговор не то, что вот кто-то наверху там где-то договорился и нас обманул, и вот мы в таком блаженном неведении находимся. Это заговор немножко другого рода. Это заговор, в который каждый, ну или почти каждый, он включается. Он участвует в нем. Почему? Потому что находит в нем какую-то выгоду. Кому-то выгодно бояться. Кому-то выгодно быть в страхе. Кому-то выгодно, потому что война все спишет. Кому-то выгодно, потому что это материально выгодно. То есть кто-то на этом зарабатывает. Это тоже не секрет. Да? Кому-то выгодно, потому что легче управлять и так далее. То есть каждый включается в этот заговор и начинает играть определенную роль, и наступает такое всеобщее, ну, как бы оцепенение, знаете, а правду-то никто не хочет сказать. И как только начинаешь говорить эту правду, сразу как будто какие-то оковы вот спадают, люди распрямляются, и жизнь, она, понимаете, начинает играть другими красками. Вот это я хотел сказать в качестве вступления. А почему я именно к этой мысли подошел? Потому что в экономике существует точно такой же заговор, который начался не так давно, примерно лет 300 назад. То есть тоже была предложена некая идея, которой до этого или не было совсем, или она была так где-то вот совсем на периферии. Но тут ее выдвигают на передний план. И весь мир, он постепенно начинает в эту идею включаться. Он начинает на нее работать, он начинает ее развивать, ее начинает публиковать, ее начинает преподавать. И сегодня вот мы все, особенно кто изучает экономику, это знает, он просто находится в плену этих идей, он уже не представляет себе другой жизни. Так же, как на наших глазах сегодня строится другое общество, общество будущего, да? Общество, в котором нет человеческой свободы, в котором, ну, мы, конечно, надеемся, что это не последняя попытка, что мы и это победим, как уже не раз побеждали. Вот в экономике то же самое. Что это за такой своеобразный заговор? Это теория конкуренции. Она появилась, ее основоположником является Адам Смит. Он первый, так сказать, вот оформил, отстоял, обосновал, считается так. И очень многие потом ее подхватили и развили. В чем состоит идея конкуренции? Идея конкуренции состоит в том, что человек, в принципе, это никакое не божественное существо. Потому что человек – это продукт животного мира. Это просто более высокоразвитое, немножко более умное, способное, но это все-таки животное.
И поэтому, так как вот всем известно, рассуждал Дарвин, что есть естественный отбор, есть борьба за выживание, есть эволюция, вот, значит, то же самое должно быть и в человеческом обществе, это выгодно. Потому что люди, если будут соревноваться, если они будут состязаться, значит, они будут жить лучше, будут выживать сильнейше. Вот. Такова была идея этих ученых. Вот. Сейчас произнесу еще одно имя, оно имеет очень важное значение в современном контексте, хотя его и не всегда произносят. Это Томас Мальтус. Он написал такое эпохальное сочинение, очень известное, «Опыт закона о народонаселении». Он доказывает, причем он делает это вроде бы не со зла, а даже пользуясь Библией, о том, что население растет в геометрической прогрессии, а возможность экономики в арифметической. Поэтому очень скоро настанет ситуация, когда нам будет нечего есть. Поэтому он в своей книге так вежливо, деликатно доказывал, что надо ограничивать рождаемость. Ограничивать надо рождаемость. Вот эта теория жива сегодня, вы, наверное, это слышите, зеленая экономика, сокращение численности и так далее. Иногда это мягко звучит, иногда более жестко, но эти идеи, они очень витают, они живые, их называют мальтузианство или неомальтузианство. Вот. То есть там целый конгломерат умов. Был Дальтон, был такой ученый Фрэнсис Гальтон, это в конце 19 века. Он прямо говорил уже без всяких обиняков, что выживать сильнейший. И слабым не надо помогать. Потому что тратить деньги на слабых – это экономически невыгодно. И бедные народы, слабые народы, они просто должны умереть, их надо затоптать, и тогда всем будет хорошо. Пусть выживать сильнейший. Он говорит это прямо. Вы чувствуете, да, какой-то жут? Удивительно ли, что в 30-е годы фашистская Германия она просто уже приступила к практическому осуществлению этих идей, о том, что если есть более слабые народы, так не надо ждать, пока они умрут сами. Их надо просто побыстрее уничтожить, и тогда тогда действительно настанет царство Божие на земле. Вот. Но это сатанизм. Скажем прямо, это сатанизм. Конечно, сегодня в экономической науке мало кто всерьез решается такие идеи отставить. Хотя такие книги есть. Если хорошенько поискать на книжных полках и в интернете, они есть. О том, что это бизнес, детки. Поэтому какие уж тут эмоции, какая уж там любовь, сильный клюет славу, поэтому поступай так же. Но более популярной в современной науке является другая точка зрения. О том, что должна быть конкуренция, должна. Она полезна, но она должна быть здоровой. Не надо никого убивать, не надо никого давить. Вот. Ну и помогать никому тоже не надо. Надо просто честно, спокойно, по определенным правилам соревноваться. И всем это будет всем на пользу. Вот. Один из японских ученых, Акио Морита, один из основателей компании Sony, вот, он был, его назвали певцом конкуренции. То есть он как раз и говорил, что конкуренция двигает прогресс. Конкуренция – это инновации, конкуренция – это нововведение и так далее, и так далее. И сегодня это учат во всех вузах. Вы не найдете ни одного экономиста, которому вы это не внушили буквально с первого курса. Поэтому я говорю, да, о своеобразном таком как бы научно-практическом заговоре. Вот, да, так считают, в принципе, все бизнесмены. Но почему мы с этой точки зрения не можем согласиться? Во-первых, это не работает. Это не работает. Вот мы сейчас делали анализ как раз в рамках изучения конкуренции, мы делали анализ функционирования промышленности северных регионов России. И по теории конкуренции должен быть переток. То есть если где-то прибыль большая, а где-то маленькая, значит ресурсы из тех отраслей, где она маленькая, они должны течь, где большая, там будет возникать больше конкуренция, все будет выравниваться. Никакого выравнивания не происходит. В одних отраслях прибыль составляет 30 миллионов на одного занятого, в расчете на одного занятого. В других отраслях минус 20 тысяч на одного занятого. И год от года это вовсе не всегда сближается. Наоборот, иногда это год от года растет. То есть разрывы совершенно огромные, и мы это с вами в жизни тоже видим. Да? В России 3 отрасли, в которых самая большая заработная плата, вот, они в разы опережают и образование, и здравоохранение, и социальную сферу. 2 из них на слуху, а 3, как ни странно, про нее никто не знает. Вот, но она тоже в тройке лидеров. Это нефтедобывающая промышленность, это финансово-банковская сфера, там зарплата составляет около 120 тысяч в среднем до одного человека. С учетом простых работников, представьте, сколько у руководителей. А 3, как ни странно, это производство, как бы вы думали, чего? Табачных изделий. Почему табачная промышленность, вот, с точки зрения заработной платы, 3 занимает место, повторюсь, в 2-3 раза опережая наше с вами любимое, например, образование. Да? Так вот, во-первых, это не работает, а во-вторых, что более важно,
это порочно с духовно-нравственной точки зрения. Вот люди чувствуют, что это неправильно, что одно даже и полено не горит, что мы все созданы для единства, что мы все созданы для общения, да? Что любая конкуренция, даже если она здоровая, она все равно нас разводит по разные стороны баррикад. Да? И поэтому нам нужно и встречаться, и целоваться, и так далее. Поэтому в древности существует вот третья линия идет. Она то шире, может быть, мы сделаем так, что лет через 200 студенты только ее и будут знать, а остальные уже будут изучать только где-то в исторических книжках. Вот. Они говорил Платон, например, в свое время, они говорил Конфуций о том, что благородный человек, он соревнуется с кем-то разве что в стрельбе из лука, но больше ни в чем. Вот. Может быть, в спорте где-то это еще уместно. Да? Но в социальной сфере, в образовании, в здравоохранении, а тем более в вере, никакой конкуренции не должно быть. И вот что говорит об этом церковь, что говорит об этом вере? Прежде всего она говорит о том, что Бог такой. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот наше понимание Бога – это исходная точка вообще для всего. Потому что многие дуалистические учения, они говорят о том, вы сегодня слышали это на пленарной части, о том, что идет вот борьба добра и зла, борьба тьмы и света, да, и поэтому не надо давать никому предпочтений, все должно быть, да, и зло должно быть. А мы говорим, нет, в Боге нет никакого зла. В Боге есть только добро. И мы можем быть только добрыми. И не обязательно нам грешить, чтобы потом каяться. Можно и просто быть хорошими, порядочными, и любить друг друга. Это не обязательно совершенно. Так говорится. Сам Бог есть Святая Троица. В нем три лица, в одной сущности, в одной природе, три лица, между которыми совершенно согласен. Никаких противоречий, никакого соревнования между ними. И так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. То есть Бог врагов своих возлюбил. Врага меня сущего зело возлюбил Иисей, так поется в одной из церковных стихий. То есть нас, как бы попытавшихся стать конкурентами Богу, да, будете яко боги, вот это вот соблазн дьявола, что мы сами боги, мы сами построим Царство Божие, но только без него, без тебя, без Отца Небесного. Вот. А Бог все равно прощает. Он идет нам навстречу, понимаете? Он нам служит. Вот когда Христос берет полотенце, берет умывальницу и на Тайной вечере умывает ноги ученикам, Он показывает нам, в чем состоит истина человеческих божественных отношений. Кто из вас хочет быть первым, да будет всем спокойно, да будет вам правда. Хочешь быть первым? Прекрасно. Тебе больше дано? Ты родился умнее, ты родился сильнее, ты родился способнее. Значит, тебя больше спросится. Сегодня об этом Евангелие мы читаем. Да? Кому много дано, с того больше и потребует. Поэтому ты больше ответственен, ты больше обязан. Апостол Петр говорит, служите каждый друг другу тем даром, который получил, как многоразличные строители Божьей благодати. И вот церковь это и есть то, как сейчас иногда говорят, параллельное общество, да, то есть другое общество, это другой мир, который как бы и в этом мире живет, с одной стороны, по гражданским законам, но он показывает нам уже другую реальность. Это Царство Божие. Царство Божие, пришедшее к нам, мы через крещение входим в это Царство, и мы должны его осуществить в себе, в окружающем мире, мы должны это идею, что уже нет, как Иоанн Златоуст говорит, не говори вот этих холодных слов, твое, мое, разве у нас не общее? Разве воздух, свет, солнце, недра земли, плоды земли, разве это не все у нас общее? Поэтому вот такое нам предлагает церковь, видение вот этого своеобразного экономического заговора, конкуренции о том, что может быть по-другому, что может быть совершенно любовь, что может быть совершенно взаимопонимание. Но оно возможно только во Христе. Любые попытки сделать это без Христа, просто, так сказать, взяв саму идею и попытавшись осуществить ее, сразу можно сказать, что не получится ничего. Господь говорит, без меня не можете творить ничего. Поэтому и надо к нему прилепиться, и надо им питаться, и надо нам причащаться, и надо нам во Христа влиться, и вот в нем уже, в нем, его благодатью, его смирением, его силой, его любовью мы можем создать это Царство Божие самих себе и вечной жизни. Благодарю за внимание.
Виктории Олеговне, кандидату искусствоведения, преподавателю Санкт-Петербургского военного училища Министерства обороны Российской Федерации. Виктория Олеговна, вы нас видите, слышите? Да, я вас вижу и слышу, и вот сейчас пытаюсь запустить презентацию экрана. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я очень рада, что мне снова удается участвовать в этой конференции. Мне удавалось и приезжать к вам неоднократно. Я, конечно, очень скучаю по Сыктывкару, но вот надеюсь, что сегодня получится показать вам презентацию, что-то мне экран не запустить, потому что у меня нет разрешения демонстрации экрана. Вот я попрошу тогда ваших организаторов помочь мне запустить экран. У вас есть доступ к экрану? Ага, вот сейчас попробую, спасибо. Видно? Пока нет. Вот сейчас видно. Угу. Наверное, просто немножко по времени запаздывает. Вот сейчас должен появиться первый слайд. Видно вам? Так, мы видим слайд. Или это ваши все слайды представлены? Нет, сейчас должен быть один. Образование и воспитание в России при Петре Первом. Не знаю, у меня видны слайды. То есть вам ничего не видно, да? Включите, пожалуйста, демонстрацию экрана. Вы включили демонстрацию окна презентации, вам нужно включить демонстрацию всего экрана. Вот можете так показывать, не в режиме демонстрации, тогда будет все видно. Спасибо. Вот так можно показывать? Да, просто переключите слайды в этом Давайте режиме. Я тогда вот так буду показывать, потому что мне сейчас не переключиться. Мне хотелось бы осветить некоторые исторические аспекты, потому что, мне кажется, они очень важны сегодня. Потому что, конечно, Петр I сделал очень много в образовании, в воспитании. И вообще личность Петра I очень интересная. К этой личности очень неоднозначная оценка сегодня наблюдается. Но все-таки вот я, как петербуржец, как человек, который любит свой город, я очень ценю отца-основателя. И вот те реформы, которые он провел в области образования, они, конечно, очень значимы для нас и сейчас. Ну, надо сказать, что вот эта фраза, что Россия вошла в Европу как спущенный корабль под стук топора и грохот пушек, она очень хорошо нам характеризует ту эпоху. И вот во многом, конечно, здесь нужно сказать, что Петр I был достойный преемник своих великих предшественников. В частности, он считал себя продолжателем дел Александра Невского. И поэтому, когда вот так говорят, что Петр I очень смотрел на Европу и очень много оттуда заимствовал, это все-таки, мне тоже кажется, во многом преувеличено. Петр I все-таки был человеком очень мудрым, и, конечно, он очень много взял из Европы, но все-таки это было не так однозначно. И конечно, вот говоря об образовании, воспитании, нужно сделать акцент, что и в Петровскую эпоху воспитание в целом сохраняло цель формирования человека-христианина. И для него было очень важно, чтобы государство сохраняло свою направленность как христианско-православное. И вот XVIII век привносит нам новый идеал человека, который был во многом вызван новыми требованиями, реформами. И начинается эпоха Петра I с деятельности двух академий. Одна из них – это Киево-Могилянская академия, а вторая – Славяно-Греко-Латинская. Одна, значит, была в Киеве. И вот сегодня как раз, мне кажется, тоже очень важно поговорить об этой академии, потому что мы живем в такое время, когда Украина и Киев уже становятся для нас, можно сказать, за границей. Но очень важно сохранять вот эти духовные связи, потому что в истории Украина – это важная часть Российской империи, Советского Союза, и нам не нужно утрачивать эти духовные связи. Поэтому сегодня, конечно, вот опыт Киево-Могилянской академии для нас тоже важно. И она была основана в 1632 году. В 1632 году, простите, была основана Киево-Могилянская коллегия, а в 1701, уже при Петре I, она получила название академии.
и стала оплотом сохранения и развития славянской культуры, вот что очень важно. Хотя многие исследователи говорят, что там были отголоски западного влияния. Основателем коллегии был Петр Могила, но уже были развивали дальше Киево-Могилянскую академию его соратники Феофан Прокопович и Стефан Еворский. И в центре внимания была идея самораскрытия природы человека через откровение Божие и через науку. И вот, наверное, то, что было привнесено новое, что через науку, это и спровоцировало обвинение в Киево-Могилянской академии в процессе катализации. Значит, непременным атрибутом процесса познания стала так называемая рассудительность. И вот, но при этом акцент на воспитании человека все равно делался на духовно-нравственную сферу, на духовно-нравственное восхождение человека. Цель обучения была подготовка образованных людей, вот она так формулировалась, способных решать различные задачи, и прежде всего в области просвещения. Преподаватели академии, так называемая была Петровская ученая дружина. В нее входили Феофан Прокопович, Стефан Еворский, это было ядро Петровской ученой дружины. Московская греко-латинская академия была основана тоже в последней четверти XVII века, но приобрела уже совершенно другой вид в XVIII веке. Здесь не прекращалось преподавание греческого языка и продолжали сохранять преподавание церковнославянский и русский, но при этом был введен латинский язык. До XVIII века Московская академия была традиционным богословским учебным заведением. Вот из ее стен вышли Карион Истомин, Тредьяковский, Магнитский, Ломоносов. А в XVIII столетии Московская академия выпустила огромное количество образованных людей, так называемой российской интеллигенции. И еще нужно сказать о некоторых личностях. Одним из первых, кто поддержал преобразование Петра, был Иван Тихонович Посошков, выходец из семьи зажиточного крестьянина-ремесленника. Он был новгородским предпринимателем, а с 1687 года соучастником преобразовательной деятельности Петра I. Свои реформаторские идеи он изложил в книге «О скудости и богатстве», где представил философские, педагогические идеи, и в частности мысль там прозвучала, что распространение грамотности среди населения, создание профессиональных и общеобразовательных учебных заведений является основным путем к просвещению народа. И одним из таких его значимых сочинений было «Завещание отеческое к сыну своему». Вы знаете, вот такой жанр, как завещание или завет, это вообще тоже было в традициях России. Можно здесь вспомнить поучение детям Владимира Мономаха. И вот здесь, вот в этом труде «Завещание отеческое к сыну своему» Посошков пытался соединить традицию старинного благочестия с воспитанием с таким новым для Руси явлением, как государственная школа. Здесь он предстает как человек такого оригинального мировоззрения и сталкивает старые и новые идеи. Он пишет, что в духе ветхозаветных старорусских взглядов останавливается на рассмотрении молитв, поклонов, церковного поведения, а с другой стороны он также подчеркивает о необходимости воспитания милосердного отношения не только к людям, но и животным. Вот в частности он пишет: «Курицу, роющуюся в песке, собаку спящую не тронь, объезжай стороной». И формирует общехристианский идеал: от всякого зла удаляйся. Главной задачей он считал книжное научение, а основными языками обучения все-таки выдвигал латинский. И требовал, чтобы наряду с традиционными трудами изучали латинские учебные книги. Автором еще одного проекта образования был Федор Салтыков. Он представлял дворянскую аристократию, сам был сын тобольского воеводы, придворный дипломат.
Обучался в Голландии, в Англии, и вот он принадлежал проекту учреждения Академии наук и ряд выдвинул предложений, касавшихся просвещения в России. Он предлагал открыть в каждой губернии 1 или 2 академии, и в эти академии набирать учеников дворянского и других сословий, обязав отцов отвечать за образование своих детей от 6 до 23 лет. При этом выпускники академии должны были обязательно поступать на гражданскую или военную службу. Обучать их следовало таким образом. Значит, они должны были изучать латинский, греческий, немецкий, английский, французский языки, русскую грамматику, риторику, поэтику, философию, богословие, общую историю, арифметику, геометрию, тригонометрию, навигацию, фортификацию, артиллерию, механику, статистику, оптику, музыку, скульптуру, рисование. Вот такой широкий круг предметов предлагал Салтыков для изучения подрастающему поколению. Также особое внимание Салтыков уделял преподаванию родному языку, не только по церковным книгам, но и по светской литературе, то есть совмещать. И также он предполагал, что в каждой академии будут обучаться по 200 студентов, то есть для того времени это довольно-таки были большие учебные заведения. Особое место в ученой дружине Петра I занимал Феофан Прокопович. И вот Феофан Прокопович, глава Святейшего Синода, один из организаторов Санкт-Петербургской академии наук, Московской духовной академии, он по поручению Петра I в 1721 году составляет духовный регламент, который царь утвердил, а также он в своих трудах развивал идею необходимости образования для духовных и нравственных представлений народа. И также хотел придать новой школе научный характер. Согласно его регламенту, учебный план академии должен был включать изучение грамматики с историей и географией, арифметику и геометрию, логику и диалектику, риторику с учением о стихосложении, физику с краткой метафизикой, краткую политику богословия, иностранные языки тоже в большом количестве предполагалось преподавать между другими предметами. Весь курс занимал 8 лет. Он обязательно считал, что нужно соединять изучение многих наук, например, географию нужно изучать вместе с историей. Если их изучать раздельно, Прокопович писал, то это как бы с завязанными глазами по улицам ходить. Знать нужно географию так, чтобы ученик мог перстом показать, где Азия, где Африка, где Европа, и к которым сторонам под нами лежит Америка. То есть вот такое вот глубокое обучение предлагал Феофан Прокопович. Значит, в 1721 году Феофан Прокопович открыл в своем доме школу. Вот, тоже очень неоднозначная оценка к Феофану Прокоповичу, но на самом деле вот то внимание, которое он уделял своей школе, он назвал ее «Русская школа», показывает нам его как действительно подвижника, потому что он все силы отдавал вот этой русской школе. За 15 лет существования этой школы ее окончили всего 160 человек. Предпочтение при приеме отдавалось детям-сиротам и детям бедных родителей. Распорядок был жестким: подъем в 6 утра, в 7 утра уборка, потом молитва, с 8 утра до 8 вечера занятия. Изучали, как вы видите, закон Божий, риторику, логику, русский, латинский, греческий языки, арифметику, геометрию, музыку, историю. Помимо этого обязательно во всех школах изучали рисование, пение и поэтику. То есть вот искусством всегда уделялось много внимания. Школа ориентирована была на подготовку образованного человека, способного применять свои знания в различных сферах деятельности. После смерти Феофана Прокоповича часть учащихся была отправлена на продолжение обучения в другие учебные заведения, остальные в различные канцелярии и ведомства. Конечно, еще нужно сказать, что при Петре I развивается школьное дело, организуется огромное количество школ от детей от 10 до 15 лет, вот в частности циферные школы или циферные школы. Они рассматривались как подготовительные, начальные. Были также военные школы, гарнизонные, адмиралтейские, горнозаводские школы.
Ну, вот также вот в Москве начала работать так называемая государственная артиллерийская инженерная школа для обучения пушкарских и иных посторонних чинов людей, детей, словесность, письменности, грамотности, цифире, инженерным наукам. Школа, например, эта школа делилась на 2 ступени, на нижнюю русскую учила письму, чтению, счету, и верхняя, которая учила точным наукам, арифметике, геометрии, тригонометрии, черчению. Также при Петре была открыта хирургическая школа, Петербургская инженерная школа, Петербургская артиллерийская школа. Внимание уделялось также и духовным школам. Они получили название архиерейские, были начальными и открывались по инициативе тех служителей, которые поддерживали преобразование в государстве. И вот такие архиерейские школы были созданы в Чернигове, Тобольске, Ростове, Смоленске. Наиболее значимой была Новгородская архиерейская школа. Она была открыта братьями Лихудами, которые работали в ней учителями. Здесь тоже она во многом развивалась по примеру Московско-славяно-греко-латинской академии. И Петр I также использовал эту школу для подготовки дворянских детей к государственной службе. Вообще, конечно, нужно сказать, что преобразования Петра I касались всех сторон жизни человека, и то, что происходило в образовании, в педагогике, тоже претерпели эти изменения, довольно-таки сильные изменения. И, конечно, вот уровень образования при Петре I вырос намного, хотя, конечно, и характеризуется оно ломкой некоторых традиций. Но как-то вот однозначно судить о деятельности Петра, наверное, все-таки не стоит, потому что сделано было очень много и открыто, можно сказать, новое направление в образовании. Вот. На этом я свой доклад завершаю. И если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо большое, Виктория Олеговна, за то, что вы нашли время подключиться к нашей конференции. Мы очень рады вас видеть. Уважаемые коллеги, может быть, у вас есть вопросы к Виктории Олеговне? Или те, кто находится сейчас за экраном, вы можете задать вопросы в чате. Вопросов пока нет, Виктория Олеговна. Если они вдруг возникнут, мы обязательно передадим им и вместе ответим на вопросы. Спасибо вам большое за участие. Уважаемые коллеги, уважаемые участники нашей конференции, мы продолжаем. И сейчас я сюда приглашаю Филиппову Марину Михайловну, учителя начальных классов средней общеобразовательной школы номер 24 города Сыктывкара. Тема доклада – формирование духовности и патриотизма у детей в условиях современной школы. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники рождественско-образовательных чтений. Приветствую также всех педагогов, кто сегодня вместе с нами работает на конференции. Разрешите представить вам тему формирования духовности и патриотизма у детей в условиях современной школы. Сегодня в обществе возникла острая необходимость в возрождении духовно-нравственных ценностей. Многие сейчас начинают понимать, что пути из выхода современного кризиса надо искать именно в духовности и нравственности. А ведь об этом давно сказано в Евангелии: «Не хлебом одним будет жить человек». Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет духовно-нравственному воспитанию очень большое внимание. В послании Федеральному собранию 2012 года он оценил состояние дел в духовно-нравственной сфере как демографическую и ценностную катастрофу, происшествию в результате утраты многих нравственных ориентиров. Позднее уже, в 2014 году,
приветствии участников 10-го съезда, уполномоченных по правам ребенка, он отметил, что воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и неприходящих духовных, моральных ценностей – основа нравственного благополучия общества, уверенного развития страны. Позднее, в 2016 году, в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент отметил академика Лихачева, цитируя: «Давая знания и воспитание нравственного человека, нравственная основа – это главное, что определяет нравственного человека». Поэтому нравственная основа – это главное. О первостепенности воспитания глава государства сказал на встрече с классными руководителями выпускных классов в 2017 году. Получить знания – это непросто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, что должным образом относится к самому себе, к своим друзьям, к семье, к родине. Это абсолютно очень важные вещи, и только на этой базе можно рассчитывать на то, что человек стал полноценным. Он добавил, что школьные педагоги занимают в том числе и воспитание. Несомненно, ценности личности в первую очередь формируются в семье, но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе мы должны с вами, дорогие педагоги, создать такую систему. Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная и духовная, культурная жизнь школьника. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации об образовании. И здесь красной линией у нас идет воспитание гражданина, патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни. При этом образовательные учреждения должны постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами социализации. Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, понимающий судьбу Отечества как свою личную. Закон Российской Федерации об образовании. Установлено, что основные общеобразовательные программы начального, общего, основного, общего и среднего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения. Поэтому духовно-нравственное развитие и воспитание является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. Проблемы духовно-нравственного состояния подрастающего поколения в России, если мы проследим, за последние 20 лет обесценились. Такие понятия, как долг, совесть, нравственность, патриотизм. Обратите внимание на слайды, что же происходит с нашим подрастающим поколением. Критически высокий уровень употребления детьми алкоголя, табачных изделий, наркотиков. Российская Федерация занимает первое в мире место по употреблению героина. Лишь 28 россиян знают историю своего народа. Всего 7% могут назвать имена своих прадедов. Россия занимает первое место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей. Обострение проблемы социального сиротства. Высокий уровень детской преступности. Кроме этого, формирует клиповое сознание, приучает мыслить телеобразами,
создает извращенное понимание ценностей. Посмотрите, пожалуйста, о чем думают наши дети. Государство – это я. Мой выбор в супермаркете. Ребенок думает, я заслуживаю большего и должен брать от жизни все, что хочу. Зачем жить так, чтобы помнили другие? Надо жить так, чтобы было что вспомнить. Нужно любить только себя. Сегодня я задаю себе вопрос, а что же мы, педагоги, должны сегодня сделать для того, чтобы это не происходило? Иначе зачем нам ждать, чем и где рванет духовный Чернобыль? Давайте вспомним такие события, которые происходили за последние несколько лет в нашей России. Неужели нам ждать тогда, когда снова наши дети будут бросаться с крыш? Когда такие происшествия, как в Казани, в Перми? А кто же следующий? Неужели мы с вами будем ждать, уважаемые педагоги? Важнейшими задачами воспитания – формирование у школьников гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, способности к успешной социализации в обществе. И сегодня я свое выступление начала с важных документов, которые существуют у нас в России. Почему? Потому что красной линией у нас идет вопрос о духовном нравственном воспитании. Я хочу сказать, что сегодня у нас спасение есть. Важнейшие задачи воспитания – формирование у школьников гражданской ответственности, правового самосознания. Все эти требования реализуются в нашей программе «Истоки». Если мы посмотрим на портрет выпускника начальной школы, то красной линией мы увидим что выпускник, любящий свой край, свою родину, уважающий и принимающий ценности семьи и общества, готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей, школой, доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение, выполняющий правила здорового образа жизни. Программа «Истоки» таким образом, эта программа формирует гражданскую позицию детей, их родителей, воспитывает у них чувство любви к своему Отечеству, чувство любви к Родине, является духовной ценностью, определяющей жизненный путь человека, потрясающий его смысл. Только через испытание великого чувства любви к отчизне воспитывается патриотизм. Социокультурные истоки – семья, род, родина, защита родной земли, забота о тех, кто в ней нуждается, единение и радость в празднике, присоединение детей к данной группе ценностей помогает ребенку приобрести первичный социокультурный опыт, воспринять традиции своего народа, обрести память народа, обращенную к потомкам, и в конечном итоге получить базовый опыт, на котором формируется характер и закладываются духовно-нравственные основы личности. Первый класс 2018-2019 год была проделана с Тамарой Александровной Четкиной очень большая работа по организации учебно-методической площадки по истокам 24-й школе. Социокультурные истоки в первом классе как документы были подписаны в декабре 2019 года. А как вы знаете, что учебный год у нас начинается в сентябре. И терять драгоценное время было нельзя. И уже в августе месяце было проведено родительское собрание, где будущих первоклассников, родителей,
я познакомила с данной программой. Получив от родителей поддержку и одобрение по программе «Истоки», 1 сентября я уже встречала своих малышей на первом уроке «Здравствуй, школа», используя занятия по программе воспитания на социокультурном опыте. Развитие ценностных ориентаций началось с первого урока, который проводился в первый день учебного года. Очень важно, чтобы дети в первый день в школе находились рядом со своими родителями, чтобы они чувствовали поддержку родного плеча. Ушло волнение, тревога. И я, как учитель, способствовала на уроке, чтобы осмысление вот удивительной силы доброго слова для каждой семьи первоклассника подарить людям с земли тепло. В слове отражен целый мир, заложенные истоки. Это первая крупица созидания доброго мира в детской душе. Неурочная программа воспитания на социокультурном опыте «Истоки» стала для меня, для моих первоклассников, родителей большой ежедневной жизнью. Она не заканчивалась только на запланированных обязательных занятиями раз в неделю. Родители первоклассников каждую минуту, каждую секунду находились рядом с нами. И удивительный материал «Истоков» подсказал очень много возможностей использования программы «Истоки» в качестве важнейшего междисциплинарного интегрирующего направления образования, нацеленного на гармоничное развитие личности участников учебно-воспитательного процесса на основе социокультурного опыта и духовно-нравственных ценностей. В период дистанционного обучения, когда в современном обществе прошло у нас очень такое, как сказал Максим, отец Максим, что сейчас мы живем в очень сложной с вами обстановке, когда эта страшная болезнь под названием ковид старается всех нас разъединить. Точно так же и коснулось это меня как учителя, точно так же это коснулось моих детей, родителей, когда дети проучились всего, казалось бы, первую четверть, и мы были вынуждены уйти на дистанционное обучение. Но то, что родители уже были знакомы с социокультурными истоками, именно это помогло нам выжить, помогло нам воспитывать детей вместе. И, возможно, вот этот новый опыт помог нам по-другому взглянуть на жизнь, на себя, перестать делить воспитание ребенка на учителя, школу и семью. У нас проходили онлайн-уроки в Яндекс.Учебнике. Вот для меня, для моих первоклассников, это уроки стали целой большой жизнью. Вот мы сплотились, как на войне. Я с большим желанием готовилась к уроку, чтобы детям было интересно и понятно, а родителям было легко и не нужно было часами выполнять работу с детьми. Во время урока мы успевали выполнить много заданий. По скайпу мы читали книги, ребята показывали свои умения и навыки. Таким образом, воспитательный процесс оказывает уже трехстороннее. Здесь активен ученик, активен учитель, активно заключительная между ними среда. И вот как бы нам не было на дистанционном обучении, системная работа, которая проводилась на протяжении 7 месяцев всего периода обучения детей в первом классе, помогла мне осмыслить процесс воспитательной работы не только как совокупность разных разрозненных материалов, а целостную систему от урока к уроку, от мероприятия к мероприятию, развивающую духовные, нравственные ценности. Начавшее путешествие на школьные острова с 1 сентября стало приятным желанием для всех, для учителя, учеников, родителей. Очень много приятных дел для детей прошло в это время. Ну и, конечно, родители не оставались тоже в стороне. Пожалуйста.
В это время очень много работы мы провели по духовно-нравственному воспитанию. И вот сейчас вы посмотрите небольшой фрагмент, где к празднику празднования 9 мая, 75 лет Победы, дети, родители дистанционно создали вот такое видео. Звук, да? Я думаю, даже вот просмотр этого видео вы сейчас посмотрите, наверное, не всегда возможно дистанционно вот так работать.
Вот сейчас да, каждый из вас, когда просматривал вот этот ролик, эту презентацию, как правило, мы готовимся к каким-то мероприятиям, и работой, может быть, это уходит, занимает 1 час, 2 часа, день. И иногда мы не замечаем, сделали как конкурсную, допустим, работу. Хочу я донести до вас то, что вот эта работа была проделана во время дистанционного обучения, когда все школы были закрыты, когда первоклассники еще маленькие, родители еще мало знакомы друг с другом. И когда наступало 9 мая, и мы понимали, что мы должны сплотиться для того, чтобы показать маленьким первоклассникам, что такое Великая Отечественная война. Мы должны показать первоклассникам, что они должны любить Родину. И вот каждый кусочек, каждый фрагмент был продуман душой каждого родителя в классе. Одни дети и родители записывали строчки стихов дома, другие искали музыку, третьи подбирали картинки. И представьте, какая большая была проделана работа, и результат, наверное, 1 класса для нас было создание именно этого фильма, этой презентации для детей. Когда в таких сложных условиях каждый, я как сегодня их называю, членом нашей семьи, наших истоковцев, выполнял вот такую большую работу. Потому что результатом у нас должно быть создание книги истоковской «Моя первая азбука». Но мы не пришли в школу, мы остались на дистанционном обучении, и ребята знали, что наступит 1 сентября, и будет все хорошо. Мы придем в стены родной школы, и свою первую книгу, первую главу «Здравствуй, школа» мы обязательно с ребятами создадим, что мы с ними и сделали. Во 2 классе дети уже подросли, и у нас с ними наступала очень важная работа. Родители сделали выбор в пользу истоков как предмет общей образовательной структуры. Я хочу сказать, что в моем классе все 30 семей выбрали предмет истоки. Плюс еще 3 семьи выбрали изучение истоки как предмет из других 3 классов. И началось у нас очень великое чудо, не только программа на воспитательных социокультурных истоках, еще и как предмет. И здесь я увидела, что основой процесса обучения в истоках являются активные формы работы с использованием элементов краеведения. И к нашему счастью, в этом году, когда вся наша республика готовилась к столетию, у нас появилось очень много литературы, полезной для нас, для учителей, для ребят. Вот одна здесь из книг – это «География Республики Коми для детей». Каждый ребенок, каждый родитель приобрели вот такую книгу. Мы ее используем в виде интеграции на многих уроках, не только на уроках истоки. Это литературное чтение на родном языке, это окружающий мир, это русский язык. И это для нас, конечно, истоковцев, очень большая помощь, чтобы дети знали все традиции. Это не только эта книга, это сказки Республики Коми. Так. Вот здесь вы видите мастер-класс, когда родители уже во 2 классе проводят для ребят мастер-класс «Подарок для мамы». Если я вспомню буквально себя 5 лет назад, когда мы устраивали концерты, да, уважаемые учителя, для родителей, когда дети читали стихи, пели песни, а родители у нас были пассивными зрителями. Сейчас посмотрите, папа, мама, мы делаем пирожные для своих мамочек. Пришли родители и показывают детям, как можно работать. Я очень рада, что в моем классе есть ученик Коля Казак. Это семья у нас православная, священник Свято-Троицкого прихода города Сыктывкар, наше местечко Дахпан. Это папа Казак Степан Михайлович, и еще дедушка
Михаил. И Степан Михайлович у нас частый гость в нашем классе. Проводит нам очень много мероприятий, проводит открытые уроки. И мне как учителю, еще я тоже учусь в православной культуре. И он мне оказывает очень большую помощь. Вот это наша первая книга, первый класс. Вот здесь еще раз хочу показать выбор предмета «Истоки», когда пришли родители, счастливые, радостные. Ресурсный круг – это работа в паре, работа в тройке, в группе. Ресурсный круг с делегированием. Вот такая работа у нас у истоковцев. Задача педагога – создать условия для присвоения социокультурных и духовно-нравственных ценностей, организовать деятельность таким образом, чтобы обеспечить и высокую познавательную активность эффективного общения друг с другом. Будет выступать моя коллега Чебоксар, уже здесь, да, более расскажете про активные формы работы. Я не буду останавливаться. Активные формы обучения – это важная составляющая часть занятий, это ядро занятий. И в истоках создана целая система активных форм обучения. Вот завтра я буду выступать на мастер-класс, тоже буду рассказывать об этих формах. Вот еще презентация семейный очаг, это уже 2 класс, когда родители готовили с ребятами, знакомились со своими семьями, какие традиции существуют в каждой семье. Мы повзрослели, и в этом году мы третьеклассники. И акцент переносится на истоки ценностей уже внутреннего мира человека. И стержневыми темами курса «Истоки» в 3 классе уже стали более серьезные темы, такие как вера, надежда, любовь, София. И большую роль в работе и здесь мне оказывает, конечно, священник казак Степан Михайлович. Вот здесь вы видите коллективную работу, посвященную Дню Победы, где родители и дети тоже вместе трудились, создавали вот такую работу. Да. Здесь конкурс у нас хоров, посвященный 70-летию Победы, где тоже ученики, родители, все рядом, все вместе. Городской конкурс чтецов, который прошел к Республике Коми, и не ради наших побед, а ради того, чтобы дети принимали участие и знали свою республику. Нам предстоит много работы в 4 классе. В 4 классе я тоже буду новичок. Целей и задачей очень много. И сегодня главная цель моего выступления о том, чтобы не только я одна в городе Сыктывкаре занималась нашей программой «Истоки», социокультурные истоки. Уже на протяжении 3 лет вот с нашей большой трибуны я говорю о том, что один в поле не воин. И, уважаемые, дорогие учителя, вспомните 5-6 лет назад, когда в школах у нас проходили учения по пожарной безопасности. Когда нам по рупору объявляли задымленность, покиньте территорию школы. И очень страшно говорить, когда сейчас уже в школах проходит учеба, когда по рупору нам объявляют, уважаемые учителя, закройте на ключ двери внутри школы, дети спрячьтесь под парты, чтобы не было вам страшно, если вдруг в школе объявятся стрелки, такие, как объявились в Казани и в Перми. И вот наша программа «Истоки» – это спасение. Спасение. И нужно сейчас детей учить не под парты прятаться и защищаться, а нам нужно сделать так, чтобы не было таких жизненных моментов, чтобы дети не озлоблялись и не приходили с оружием в школу. И социокультурные истоки – это спасение. И в заключение моего выступления я хочу сказать
большое спасибо моим коллегам из Чувашии, из Чебоксар, уже имена перечислять не буду, все сегодня слышали их, за их методическую помощь, за поддержку, потому что они же с 2014 года, у них вся республика, весь город работают по данным программам. Уважаемые учителя, а почему мы стоим на месте? Мы тоже уже должны шагать вперед. И свое выступление я хочу закончить вот такими стихами. Начало всех начал – истоки. Исток – начало всех начал – любовь. Что в мире человек? Одни дороги и возвращение к истокам вновь. Как он пройдет свой путь земной, ступая осторожно или отважно, какой он принесет багаж с собой. Вот это очень важно. Все можно накопить – богатство, славу, построить замок, по нему бродить. Так жизнь прожить и о себе оставить лишь вензель, и семени, и будет он хранить. Воспоминания об этом человеке, который жизнь прожил лишь для себя, заботясь лишь о собственном успехе, о накоплениях, только их любя. А можно, радуясь, ликуя ежедневно, заполнить жизнь свою любовью и добро, пройти по жизни, наполняя светом себя, людей, которые потом надолго в памяти своей оставят красивый, светлый образ человека. Так жизнь любившего, умевшего наставить заблудших. И вот так достичь успеха. Вот два примера. Выбирайте, какой дорогой вы хотели бы пройти. И выбрав по дороге, начинайте свое движение. И дай вам Бог в пути не заблудиться между тех соблазнов, которые вам жизнь преподнесет. И знай, что по правильной дороге вас Бог к истокам приведет. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы сейчас завершаем первую часть нашего пленарного заседания и уже разойдемся по секциям. Да, Анна Дмитриевна, она остается на нашей первой секции, и мы вам первой дадим слово, потому что по времени мы немножечко не успели. Уважаемые коллеги, значит, первая секция образования в истории России от Петровской эпохи до наших дней. Остаемся здесь. Вторая секция «Актуальные проблемы обучения истории». Поднимаемся в 202 кабинет. Здесь находится Елена Семеновна, она вас проводит. И третья секция, модератором которой является Тамара Александровна, опыт организации методики работы по воспитанию, это 210 кабинет. Пожалуйста. Подождите, погодите. 212.
вроде бы мы все. Нет еще. Угу. Ну что, уважаемые коллеги, мы начинаем работу нашей секции, которая называется «Образование в истории России от Петровской эпохи до наших дней». И мне второй год вот уже везет. Мы вместе проводим одну из секций нашей конференции вместе с отцом Дмитрием, доктором богословия, священником Свято-Преображенского храма Сыктывкарской епархии Русской Православной Церкви. Вам слово для приветствия. Дорогие братья и сестры, участники этой секции, позвольте еще раз поприветствовать вас. И секция связана с изучением, как происходил процесс образования в истории. Это и сами рождественские чтения имеют исторический контекст. Вспоминается Петр I, эпохи, последующие за ним. И тут можно сказать вот о чем. Почему нам важно знать историю? Вот что такое история? История – это не просто даты, это не просто события, а история – это опыт. История – это опыт жизни. Какие были предпосылки событий, как события происходили и что было потом. Это опыт жизни. И вот есть такое историческое колесо. Хотим мы, не хотим, но оно существует. Что сильные люди создают спокойные времена. Спокойные времена порождают слабых людей. Слабые люди создают сложные времена. Сложные люди порождают сильных людей. Это вот колесо истории, оно существует, поэтому нам нужно помнить исторический опыт, помнить о том, что Россия всегда стояла на духовных корнях со времен просвещения князем Владимиром, святое принятие православия нашим народом. Поэтому вот я вам пожелаю, чтобы ваши доклады были пронизаны на рождественских чтениях именно православной тематикой. Бог в помощь всем нам. Спасибо большое. Ну что, а мы приступаем. Я знаю, что нас смотрит Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович, ваш доклад был у нас первым, однако наша гостья из Чувашии, из города Чебоксары, она не успела выступить на пленарном заседании, поэтому, с вашего позволения, я даю ей первое слово. Я думаю, что вы не обидитесь. Пожалуйста. Добрый день, дорогие участники. Поздравляю вас с этим праздником, с нашим фестивалем. И обычно наши занятия, вот именно по истокам, занятия вообще, мы начинаем с сердечного приветствия. Давайте мы тоже с вами это сделаем. Можно приложить руку к сердцу и просто пожелать здоровья тем, кто присутствует. Здравствуйте. Как сказали мои коллеги в своих выступлениях, исток, вот и сейчас это прозвучало, это история прежде всего. То есть помимо того, что мы с вами обучаем детей предметам, математике, русскому научить можно, а вот быть человеком очень сложно научить. Поэтому наша задача с вами прежде всего воспитать гражданина, достойного человека, которому будут подвластны все позитивные моменты жизни, то есть чтобы он не совершал никаких
плохих поступков. И это происходит и в учебном процессе, и вот как раз вот этот курс социокультурной истоки – это некое подспорье нам, учителям, потому что там разработаны все занятия. В первом классе… Дальше можно? Господи, простите. В первом классе, когда мы приступаем к обучению истокам, говорим прежде всего о слове, которое производится в мыслях. Да? Мысли порождают слова, слова порождают поступки. И чтобы эти поступки, еще раз повторюсь, были позитивными, мы должны прежде всего приучить ребенка мыслить правильно. Так ведь? Потому что вообще вот духовно-нравственное воспитание, когда говорят, мы не можем научить духовности, потому что это все идет от семьи. Но заложить какие-то, да, что-то скорректировать мы можем. Поэтому вот здесь основные способы реализации – это беседы, классные часы, это понятно. Здесь очень тесная идет интеграция родители, семья, дети и школа в целом. Существуют некие особенности занятий. У нас же урок начинается с чего? С актуализации знаний, да? То есть мы ставим проблему, решаем ее. Здесь идет даже, смотрите, вдумайтесь в само слово, присоединение. То есть первый этап занятия – это присоединение. Когда мы, пропуская через себя, то есть учитель все равно, прежде чем приступить к этим занятиям, должен пропустить это все через себя, подходит к детям именно с таким настроем, что он, ну, скажем, не то, что вынуждает, не очень хорошее слово, готовит ребенка к тому, что будет отдача. То есть отдача какая? Когда мы с вами объясняем какой-то материал, мы ждем от ребенка, как мы думаем, чтобы он сказал так, как мы считаем нужным. А если он что-то говорит неправильно, да, мы его корректируем, но не так жестко. Нет, давай подумай, это неверно, вот я считаю так. Поэтому, когда мы говорим на занятиях об истоках, на занятиях истоках о, допустим, силе слова, мы говорим о том, что словом можно одобрить, да, то есть подбодрить, словом можно и убить. Поэтому прежде чем ребенок будет воспроизводить, да, в речи свои какие-то слова, он должен продумывать это все. Очень сложно сейчас в наше время, когда с экранов, да, все это в гаджетах, они сидят бесконечно. Но вот, скажем так, помощником как раз к нам приходит православие. Вот через него очень тонко и четко можно, ну, скажем, скорректировать все равно действия ребенка, настроить его на правильный лад. Здесь нам, конечно, вот как уже Марина Михайловна сказала, помогают священнослужители, которые знают все тонкости человеческой души и ребенка именно. Потому что даже мы взрослые, может, больше миряне все равно, да, мы не можем так четко и глубоко, наверное, вывести ребенка на правильный путь. Поэтому, когда происходит, вот как мы сказали, мастер-класс или беседа, именно когда мы приглашаем священнослужителей, дети немножечко другие становятся. И им, вот я так заметила просто, особенно это вот первоклашки, которые вот в рот смотрят, и все, что им не скажешь, они выполняют. Они подходят и непосредственно начинают обнимать. Ну, то есть вот не просто потому, что вот что-то их там похвалили, да, или сказали, он подойдет и, может быть, не хватает, мы раньше думали, ласки и тепла в семье. Но вот когда у ребенка не раскрыто это, да, он внутри это сидит, он не может понять, как это сделать. Вот наша с вами задача раскрыть его, чтобы, я не говорю, чтобы он бежал, со всеми обнимался, но так, чтобы это было человеческое от души. Да, именно доверие. Вот в первом классе вот такие яркие достаточно учебники, очень доступные тексты, и нацелены вот именно в первом классе на работу именно со словом. Не просто соединение слогов, не просто буквы, а именно значение слов. Потому что мы сами с вами, когда учились в классической школе, наше развитие речи
ну, не было таким скудным, как сейчас. Вот. А здесь именно вот идет очень большая помощь учителю, именно поддержка в развитии речи. Также к учебнику прилагаются книги для развития. Там есть задания именно, там прям так и звучат они, книги для чтения для родителей. То есть занятия с родителями. Не просто вот ребенок говорит, я не успеваю, сделай. Надо вместе сделать. Надо сесть, прочитать, что-то пояснить, что-то заиллюстрировать. Второй класс. Также блочная система, видите, родной очаг. То есть все очень доступно, очень, скажем, позитивно. Нет никаких таких, чтобы ребенок, допустим, не понял какие-то слова, не понял какие-то тексты. Там все разъясняется, берется очень, скажем, приемлемый для этого возраста текста. Также книги для развития и для 2 класса, для 3-го. Вот, кстати сказать, что когда мы начинали работать в этой программе, как раз у меня был 3-й класс, и так совпало, что мы начали, нам привезли учебники именно 30 сентября. А блок начинается «Вера, надежда, любовь» и «Матерь София». То есть как-то вот так вот знаково для нас произошло, и влились мы, конечно, тяжело начинать в 3-м, 4-м классе, конечно, лучше с 1-го. Но так как все-таки не с 4-го хотя бы, да, с 3-го, у нас вроде бы так достаточно гладко прошло. Здесь тоже есть и учебники, и к ним рабочие тетради. Что такое интеграция, это понятно. К сожалению, вот у нас нет отдельно в учебном плане этого предмета, поэтому у нас это идет как внеурочная деятельность. А вот в городе Алатырь у них уже в учебном плане и есть живые уроки, то есть у них все расписано, и это не является у них как бы нагрузкой лишней. То есть у них идет это в общем плане в обучении, и для них проще, допустим, договориться об экскурсии той же, да, то есть в плане живых уроков. У нас немножечко пока еще не доработано, у нас только в плане воспитательной работы это звучит. Вот. И здесь, что мне еще нравится, здесь есть дерево корнеслов. Видите, опять истоки, да, дерева. То есть берете, даже вот можно на русском языке или на литературном чтении, какое-то слово берется, подбираются к нему однокоренные слова. Дерево я обычно рисую на доске, то есть корни, ветви, и к нему пишу слова. Потом мы выделяем корень, значение слова разбираем. Вот таким образом, вроде бы ненавязчивые, в то же время, они же визуалы больше, они больше смотрят глазками, поэтому именно над развитием речи вот, ну, не так сложно работать, скажем, потом в дальнейшем. Вот здесь вот с русским языком связь. 4 класс я вам уже озвучила. Вот эти живые уроки, куда мы ездим ежегодно. У нас есть уже определенные в запланированном плане места, куда мы ездим. Это женский монастырь. Вот, и ребята там совсем другие. И после этого другие, и до этого другие. Они настраиваются. Это все равно нужно. Нет такого родителя, который, может быть, даже где-то там как-то по-другому, может быть, мыслит. Мы же не навязываем, мы объясняем так, чтобы это было доступно. Поэтому, ну, ребятам это не как игра, это не как что-то такое неизведанное. Они вот именно проникаются, потому что до этого прошли уроки, они знают уже некоторые вещи, которые, может быть, их родители даже не знают, да. Вот. И, ну, ожидаемые результаты понятно, что мы должны гражданина воспитать, поэтому вот единственное, что хочется еще сказать, это вот внеурочная деятельность с окружающим миром, с трудовым обучением связанная. Вот в неурочной деятельности, например, изучение родного края, у нас есть такой предмет, туда тоже можно это интегрировать. Это различные выезды. Вот здесь вы видите тоже, куда мы ездим. Также 3 года назад мы ездили с Мариной Михайловной, как раз там познакомились в Вологду, где нам именно истоковцы, которые основатели этой программы, объяснили. И знаете, что интересно? Мы думали, что мы вот съездили в Алатырь, мы же проводим живые уроки, мы приезжаем к ним и проводим на их детях занятия. Они приезжают к нам. То есть у нас вот такая преемственность. Но когда мы приехали в Вологду,
это проведение вроде бы этой же программы, но совсем по-другому. То есть у нас же есть... Мы как-то средние между Вологдой и Алатырем. Все равно мы берем что-то свое. По-своему, естественно, проводим. Они, допустим, говорят, что занятия, это же все-таки занятия присоединения, и там есть отличительная особенность, проводится ресурсный круг в конце. Не как мы просто проводим итоги, да, подведение итогов, там, рефлексии и так далее. Мы обычно берем какой-то символ, колокольчик или еще что-то, и ребенок высказывает то, над чем мы работали, допустим, на уроке. Если это доброта, что для меня доброта? Или что он вынес из этого? И они становятся в круг, и каждый говорит. И особенность еще одна этого занятия, что мы приглашаем родителей. Родители тоже присутствуют на этих занятиях и тоже могут поучаствовать в этом. И некоторые, вот первое время, особенно папа, они же, ну, мужчины свойственно более стеснительные, они стеснялись выходить и что-то, вот, допустим, говорить. Потихонечку смотрю уже, там папа, маму в следующий раз привел вместо себя. Ну, то есть вот так как-то было. А потом были занятия, где как раз вот приурочены Великой Отечественной войне, и они рассказывали о своих родителях, ну, кто там, некоторые родители в возрасте, родителях, прадедах, дедах. И здесь же на таких занятиях тоже одна из отличительных особенностей – это деление опытом. То есть когда ты, прежде чем что-то взять от детей, рассказываешь что-то из опыта своего жизненного. Это может быть, вот опять же, мы читали письма фронтовые, вот, допустим, я там от своего дедушки, родители потом читали, дети читают. То есть некая вот такая вот аура очень хорошая царит в это время на занятиях. И вы знаете, может быть, это, ну, как совпадение не назовешь, но дети, они более спокойные, что ли. Вот я была на занятии Марии Михайловны вчера и видела, как они друг другу помогают. Может быть, это все равно, мы с вами стараемся же везде проявлять вот это вот, учить. Не просто ты должен быть таким, а своими действиями, поступками, через опыт, через историю показывать, каким может быть человек. Вот. И здесь как раз вот на курсах мы тоже, видите, стоим, вот на фотографии показано, передаем колокольчик и делимся опытом. На фотографии там справа, слева от меня. И когда мы проводили сами занятия, взрослым же сложнее, чем детям, да? Мы когда проблемную ситуацию строили, когда значит, нам было задание проделать работу, ту, которую бы проделали дети. Мы же думаем больше всего как взрослые, как учителя, а так как будут думать дети, мы не всегда задумываемся. Вот это вот достаточно сложный момент. Мы были на открытых уроках, и вот то, что истоки обладают мощным таким потенциалом, это понятно. И вот мне очень нравится эта народная мудрость, которую у нас на семинарах обычно читают: посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку — характер. Ну, а если ты характер, значит, ты посеешь судьбу. Ну, и когда мы заканчиваем свое выступление, именно к учителям обратиться хочу, что для ребенка мы все-таки это живой пример. Они берут пример с родителей, скажем, не понимая этого, да, потому что они их видят каждый день. А здесь они нас воспринимают как учителей, как что-то тех, которые их чему-то обучают. И если мы чуть свернем не в ту степь, неправильно, значит, у ребенка будут в дальнейшем могут возникнуть проблемы. Вот чтобы этих проблем не было, надо стараться, чтобы относились, ну, как мы говорим, да, надо относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Но не всегда это может быть прям вот как правило, потому что некоторые люди не задумываются над тем, как вот я уже сказала, да, какие поступки потом воспроизведут после тех мыслей, которые у них были. Потому что некоторые останавливаются на словах и думают, что дальше ничего. Вот, поэтому именно тогда раскроется все доброе, то, что может быть в человеке. Спасибо за внимание. И большая просьба, вот Мария Михайловна сказала, если будет возможность учителям донести, что это, опять же, некое такое подспорье, это программа, которая помогает нам, ну, во-первых, определить
дальнейшую траекторию движения этого ребенка. И дети, которые нуждаются, ну, наверное, в большем внимании, они как раз вот и находят на этих занятиях то, чего не достает им в семье. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо большое, Анна Дмитриевна. Я так думаю, что мы как бы связь с вами терять не будем. Мы пригласим вас обязательно на наши семинары. Да. Это люди приехали с Чувашии, в этих секциях. Подойдите, пожалуйста. Включим видеозапись. Прочитает его доклад Сысоева Людмила Борисовна, библиотекарь юношеской библиотеки Республики Коми. Пожалуйста, Александр Михайлович. Дениса Владимировича, выпускника исторического факультета СГУ имени Петерима Сорокина, на тему «Вклад Петра Великого в развитие межличностного и международного диалога». В условиях, когда все страны современного мира по причине быстрого развития пандемии коронавируса переходят в состояние закрытости и отдаленности друг от друга, попытка рассмотреть вклад Петра I в развитие межличностного и международного диалога представляется мне своевременной и довольно перспективной. Несмотря на неоднозначные и крайне противоречивые оценки личности и деятельности российского императора, Петр I сумел вывести национальную идею просвещения и созидательного труда для быстрого развития всех сторон социально-экономической жизни российского государства и найти помощников, воспринявших эту идею во всей ее полноте и перенесших ее в плоскость практической реализации. Напомню, что на 4-м году Петр лишился отца. При царе Федоре, сыне Милославской, положение матери Петра с ее родственниками и друзьями стало очень затруднительно. Другие люди всплыли наверх и овладели делами. Невзирая на трудности межличностного общения и вообще жизни в условиях непрекращающейся семейной вражды, диалог с подьячим из приказа Большого прихода Никитой Зотовым открыл перед Петром I мир образования.
Петр вместе со своими придворным учителем прошел азбуку, часослов, псалтырь, даже Евангелие апостол. Все пройденное по древнерусскому педагогическому правилу взято было на зубок. Впоследствии Петр свободно держался на клиросе, читал и пел своим негустым баритоном не хуже любого дьячка. Говорили даже, что он мог прочесть наизусть Евангелие и апостол. Никита Зотов вел преподавание по рукописям с рисунками из дворцовой библиотеки, составившим коллекцию потешных тетрадей. Возможно, благодаря рассказам о делах Ивана Грозного, Дмитрия Донского, Александра Невского и даже Владимира, крестителя Руси, Петр I никогда не терял интереса к русской истории. Придавал ей важное значение для народного образования и много хлопотал о составлении популярного учебника по этому предмету. Общение с прошлым своей страны не прекращалось во все дни жизни российского императора. По мере взросления межличностный диалог Петра I вполне естественным образом расширялся и обогащался новыми впечатлениями. События 1682 года окончательно выбили царицу-вдову из московского Кремля и заставили ее уединиться в Преображенском, любимом подмосковном селе царя Алексея. Силой обстоятельств Петр слишком рано предоставлен был самому себе. С 10 лет перешел из учебной комнаты прямо на задворки. Современники приписывали природной склонности, пробудившееся еще в младенчестве увлечение Петра военным делом. Темперамент подогревал эту охоту и превратил ее в страсть. Толки окружающих о войсках иноземного строя, а возможные рассказы Зотова об отцовых войнах дали с летами юношескому спорту определенную цель, а острые впечатления мятежного 1682 года вмешали в дело чувство личного самосохранения и мести за обиды. Петр терпеть не мог соколиной охоты, и поэтому праздному придворному люду, обслуживающему царские охоты, Петр задал более серьезную работу. Император начал верстать в свою службу молодежь из своих спальников и дворовых конюхов, а потом из сокольников и кречетников, образовав из них 2 роты, которые из охотников, из дворян и других чинов, даже из боярских холопов, развелись в 2 батальона, человек по 300 в каждом. Они получили название потешных войск. Не думайте, что это были игрушечные, шуточные солдаты. Играл в солдаты царь, а товарищи его игр служили и за свою потешную службу получали жалования, как настоящие служилые люди. Звание потешного стало особым чином. Вторичная школа, законченная под руководством голландского учителя Тиммермана, это уже возможность расширения не столько межличностного диалога, сколько вывод его на международный уровень. Под руководством Тиммермана Петр гораздо с охотою принялся учиться арифметике, геометрии, артиллерии и фортификации. До нас дошли учебные тетради Петра с задачами, им решенными, и объяснениями, написанными его же рукой. Из этих тетрадей прежде всего видим, как плохо обучен был Петр грамоте. Он пишет невозможно, не соблюдает правил тогдашнего правописания, с трудом выводит буквы, не умеет разделять слов, пишет слова по выговору, между 2 согласными то и дело подозревает твердый знак. Он плохо вслушивается в непонятные ему математические термины. И сам учитель был небойкий математик. В тетрадях встречаем задачи, им самим решенные, и в задачах на умножение он не раз делает ошибки. Но те же тетради дают видеть степень охоты, с какой Петр принялся за математику и военные науки. Он быстро прошел арифметику, геометрию, артиллерию, фортификацию, овладел астролябией, изучил строение крепостей, умел вычислять полет пушечного ядра. В 1697 году 25-летний Петр увидел, наконец, Западную Европу, о которой ему так много толковали его друзья и знакомые из немецкой слободы, куда съездить уговаривал его Лефорт. Впрочем, мысль о поездке на Запад рождалась сама собой из всей обстановки и направления деятельности Петра. Он был окружен пришельцами с Запада, учился их мастерству, говорил их языком. В письмах своих даже к матери уже в 1689 году подписывался Петиус. Лучшую галеру Воронежского флота, им самим построенную, он назвал «Принципиум».
Проходя сухопутную морскую службу, он принял за правило первому обучаться всякому новому делу, чтобы показать пример и обучать других. Командируя десятки молодых людей в заграничную выучку, он, естественно, должен был командировать из себя самого туда же. Он ехал за границу не как любознательный или досужий путешественник, чтобы полюбоваться диковинами чужой культуры, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недостававшими ему надобными мастерствами. Он искал на Западе техники, а не цивилизации. На заграничных письмах его явилась печать с надписью «Азбо есмь в чину учимых, и учащих мя требую». На эту цель рассчитана была обстановка поездки. Великое посольство со своей многочисленной свитой под прикрытием дипломатического поручения было одной из снаряжавшихся тогда в Москве экспедиций на Запад с целью все нужное там высмотреть, вызнать, перенять европейское мастерство, сманить европейского мастера. Волонтер посольства Петр Михайлов, как только попал за границу, принялся доучиваться артиллерии. В Кёнигсберге учитель его, прусский полковник, дал ему аттестат, в котором, выражая удивление быстрым успехом ученика в артиллерии, свидетельствовал, что означенный Петр Михайлов всюду за осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. Сообразно со своими наклонностями Петр спешил ближе ознакомиться с Голландией и Англией, с теми странами Западной Европы, в которых особенно была развита военно-морская и промышленная техника. Опередив посольство с немногими спутниками, Петр с неделю работал простым плотником на частной верфи в местечке Саардаме среди кипучего голландского кораблестроительства, нанимая каморку у случайно встреченного им кузнеца, которого знал по Москве, между делом осматривал фабрики, заводы, лесопильни, суковальни, навещая семьи голландских плотников, уехавших в Москву. Возможно, громко будет сказано, но ежедневный плотнический труд Петра Великого и его общение с простыми рабочими – это самый значительный вклад российского императора в развитие не только межличностного, но и международного диалога. В Утрехте, куда русский царь поехал на свидание с королем английским и штатгалтером голландским Вильгельмом Аранским, амстердамский бургомистр Видзен должен был провожать его всюду. Петр слушал лекции профессора анатомии Рюйша, присутствовал при операциях и, увидав в его анатомическом кабинете превосходно препарированный труп ребенка, который улыбался как живой, не утерпел и поцеловал его. В Лейдене он заглянул в анатомический театр доктора Боергава, медицинского светила того времени. Петр постоянно в движении, осматривает всевозможные редкости и достопримечательности, фабрики, заводы, кунсткамеры, госпитали, воспитательные дома, военные торговые суда, влезает на обсерваторию, принимает у себя или посещает иноземцев, ездит к корабельным мастерам. Поработав месяца 4 в Голландии, Петр узнал, что подобало доброму плотнику знать. Но, недовольный слабостью голландских мастеров в теории кораблестроения, в начале 1698 года отправился в Англию для изучения процветавшей там корабельной архитектуры. Он радушно был встречен королем, подарившим ему свою новую, лучшую яхту. В Лондоне побывал в Королевском обществе наук, где видел всякие дивные вещи, и перебрался неподалеку на Королевскую верфь, в городок Дептфорд, чтобы довершить свои познания в кораблестроении и из простого плотника стать ученым-мастером. Отсюда Петр ездил в Лондон, в Оксфорд, особенно часто в Вулвич, где в лаборатории наблюдал приготовление артиллерийских снарядов и отведывал метание бомб. В Портсмуте он осматривал военные корабли, тщательно замечая число пушек и калибр их, вес ядер. У острова Байта для него дано было примерное морское сражение. Журнал заграничного путешествия изо дня в день отмечает занятия, наблюдения и посещения Петра с товарищами. Бывали в театре, заходили в костелы, однажды принимали английских епископов. Вкладом Петра
первого в развитии межличностного и международного диалога может рассматриваться и то обстоятельство, что царь с годами приобрел необъятную массу технических познаний. Уже в первую заграничную его поездку немецкие принцессы из разговора с ним вывели заключение, что он в совершенстве знал до 14 ремесел. Впоследствии он был как дома в любой мастерской, на какой угодно фабрике. По смерти его чуть не везде, где он бывал, рассеяны были вещицы его собственного изделия: шлюпки, стулья, посуда, табакерки. Дивиться можно, откуда только брался у него досуг на все эти бесчисленные безделки. Успехи в различных ремеслах поселили в нем большую уверенность в ловкости своих рук. Он считал себя и опытным хирургом, и хорошим зубным врачом. Бывало, близкие люди, заболевшие каким-либо недугом, требовавшим хирургической помощи, приходили в ужас при мысли, что царь проведает об их болезни и явится с инструментами, и предложит свои услуги. Говорят, после него остался целый мешок с выдернутыми им зубами, памятник его зубоврачебной практики. Но выше всего ставил он мастерство корабельное. Никакое государственное дело не могло удержать его, когда представлялся случай поработать топором на верфи. До поздних лет, бывая в Петербурге, он не пропускал дня, чтобы не завернуть часа на 2 в Адмиралтейство. И он достиг большого искусства в этом деле. Современники считали его лучшим корабельным мастером в России. Он был не только зорким наблюдателем и опытным руководителем при постройке корабля. Он сам мог сработать корабль с основания до всех технических мелочей его отделки. Простоту и непринужденность вносил Петр в свои отношения к людям. В обращении с другими у него мешались привычки старорусского властного хозяина с замашками бесцеремонного мастерового. Придя в гости, он садился где попало на первое свободное место. Когда ему становилось жарко, он, не стесняясь, при всех скидывал с себя кафтан. Когда его приглашали на свадьбу маршалом-распорядителем пира, он аккуратно и деловито исполнял свои обязанности. Распорядившись угощением, он ставил в угол свой маршальский жезл и, обратившись к буфету, при всех брал жаркое из блюда прямо руками. На заведенных Петром I в Петербурге зимних ассамблеях среди столичного бомонда, поочередно съезжавшегося у того или другого сановника, царь запросто садился играть в шахматы с простыми матросами. Вместе с ними пил пиво и из длинной голландской трубки тянул их махорку, не обращая внимания на танцевавших в этой или соседней зале дам. После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр по обыкновению или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он был весел, обходителен, разговорчив. Любил вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную беседу за стаканом венгерского, в которой сам принимал участие, ходя взад и вперед по комнате, не забывая своего стакана. И терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу. Никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче ссор и брани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляя пить штраф, опорожнить бокала 3 вина или 1 орла, большой ковш, чтобы лишнего не врал и не задирал. Петр I, несомненно, был одарен здоровым чувством изящного, тратил много хлопот и денег, чтобы доставить хорошие картины и статуи в Германии и Италии. Он положил основание художественной коллекции, которая теперь помещается в Петербургском Эрмитаже. Он имел вкус, особенно к архитектуре. Об этом говорят увеселительные дворцы, которые он построил вокруг своей столицы, и для которых выписывал за дорогую цену с Запада первоклассных мастеров, вроде знаменитого в свое время Леблона, прямой диковины, как называл его сам Петр, сманивший его у французского двора за громадное жалование. Построенный этим архитектором Петерговский дворец Монплезир со своим кабинетом, украшенным превосходной резной работой, с видом на море и тенистыми садами, вызывал заслуженные похвалы от посещавших его иностранцев. Правда, незаметно, чтобы Петр был любителем классического стиля. Он искал в искусстве лишь средства для поддержания легкого, бодрого расположения духа. Упомянутый его Петерговский дворец украшен был превосходными фламандскими картинами, изображавшими сельские морские сцены, большей частью забавные.
Привыкнув жить кое-как в черной работе, Петр, однако, сохранил умение быть неравнодушным к иному ландшафту, особенно с участием моря, и бросал большие деньги на загородный дворец с искусственными террасами, каскадами, хитрыми фонтанами, цветниками. Эта способность российского императора вступать в диалог с европейской культурой отличалась основательностью и проникновением в самую суть и дополняла диалог с отечественной историей, начатый в детские годы под влиянием придворного учителя Никиты Зотова. В умении Петра I находить общие точки соприкосновения со всеми слоями российского общества видится реализация главного принципа жизни апостола Павла для всех сделаться всем, чтобы внести свет знания в сердца хотя бы некоторых. И именно этот момент сближает два противоположных источника – секулярный или светский мир и религиозность в сердце и во всем характере императора России. Для меня главным остается то, что российский император до последних дней своей жизни не прекращал вести диалог с населением своей страны. В октябре 1724 года Петр I отправился осматривать Ладожский канал. Вопреки советам своего лейб-медика Блюментроста, с Аланца Петр проехал в Старую Руссу и в ноябре водой поехал в Санкт-Петербург. У Лахты ему пришлось, стоя по пояс в воде, спасать севшую на мель бот с солдатами. Император простудился и 28 января 1725 года умер в страшных мучениях. Смерть и вся жизнь Петра I напомнили мне слова Иисуса Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Взволновало сердца современников и сегодня собирает воедино отечественных историков, которые продолжают вести диалог о роли Петра I и о результатах деятельности царя-преобразователя. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Денис Владимирович, вам за данный доклад. Мы благодарим вас и надеемся, что в дальнейшем тоже будем с вами сотрудничать. Ну а сейчас я передаю слово Дарье Андреевне Ладыгиной, которая здесь сегодня присутствует. Это учитель русского языка и литературы Выльгородской школы номер 2. И она выступит с докладом «Изменения в образовании при Петре I». Здравствуйте, уважаемые участники и слушатели конференции. Меня зовут Ладыгина Дарья Андреевна. Я являюсь учителем Выльгородской средней общеобразовательной школы номер 2 имени Налимова. Я рада представить вашему вниманию доклад на тему «Изменения в образовании при Петре I». С какого периода можно считать, что началось зарождение школьного образования? На этот вопрос можно ответить по-разному, но вероятнее всего правильный ответ будет таков. Оно зарождается в 988 году, в год крещения Руси. Далее эти совпадения найдут определенную связь и закономерность. Как мы узнаем из истории, первые учебные заведения открывались при монастырях в разных городах России. Школы выполняли не только свою главную функцию образовательную, но и были культурными центрами. В них переписывались книги, переводились книги и переписывались рукописи. Опираясь на различные научные и учебные точки зрения, можно сделать вывод, что до Петра I образование развивалось медленно. Безусловно, очень значимые изменения в образовании и воспитании произошли во времена этого правителя. Так называемая реформа образования определенным образом отразилась в дальнейшем. Благодаря Петру в России возникла система профессионального образования. В 1701 году были созданы разные школы, находившиеся в ведении соответствующих государственных органов. Кроме того, к 1722 году в разных городах России
были открыты 42 так называемые циферные школы, обеспечивавшие начальное обучение математике. Гуманитарное образование обеспечивалось духовными школами, преподаватели для которых готовила славяно-греко-латинская академия. Возникли гарнизонные школы, дававшие не только начальное военное, но и начальное математическое и инженерное образование. Кроме того, именно в 1714 году образование было объявлено для детей всех сословий обязательных, кроме крестьян. Для детей духовенства обучение в школах было обязательным. Не желающим учиться грозила военная служба или состояние, за которое они должны были уплатить подать. Юношам, не окончившим курсы циферной школы, даже не должно было даваться разрешение на вступление в брак. Практическое создание школ началось с 1715 года, когда с перемещением школы математических и навигационных наук в Петербург Петр I распорядился разослать по губерниям по 2 ученика из этой школы, выучивших геометрию и географию для науки, молодых ребяток из всяких чинов людей. Однако российское общество в начале XVIII века не было готово к широкомасштабному начальному образованию, и ситуация усугублялась также как принудительным характером обучения, так и грубостью педагогической техники, включающим битье, сажание на цепь и дежурство в классе. Сословия начали протестовать против новой для них школьной повинности. Так, много исследований и художественных произведений посвящено преобразованиям, связанных с именем этого человека. Но писатели, историки и исследователи по-разному оценивают личность Петра I и значение его реформ, а порой даже противоположно. В деятельности Петра Великого однозначно выделить положительные и отрицательные стороны невозможно. Стоит отметить, что в педагогике, в системе образования происходит разделение на допетровское образование и образование петровских времен. Таким образом, эпоха Петра I стала переломной гранью в истории России, образования в частности. Произошла определенная европеизация, но эти изменения осознавались некоторыми современниками и учеными как крах русской православной культуры. Цитирую: «Русь, чего-то тебе захотелось и немецких поступков и обычаев». Можно выделить ключевые моменты в преобразовании просвещения и других сфер общественной жизни, которые часто происходили при отказе от вековых традиций предков. В результате можно сделать определенные выводы. Петр I провел колоссальную работу в стране, в частности в образовании, однако однозначной оценки таким преобразованиям дать нельзя. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дарья Андреевна. Есть ли вопросы у участников Дарьи Андреевны? Спасибо большое. А дальше, уважаемые коллеги, вы между собой решили, да? Мы предоставляем слово Валентине Александровне, да? Хорошо, спасибо. А следующее я даю слово Елене Николаевне Пальчиковой, ведущему библиотеку Национальной библиотеки Республики Коми. Тема доклада «Библиотека как фокус формирования патриотических и духовно-нравственных ценностей. Опыт работы в Национальной библиотеке Республики Коми». Добрый день, дорогие коллеги. Презентацию я сама переключаю, да? Да. Ага. Да. Вот, давайте себе зададим вопрос, что же такое патриотизм, да? Вот, и определение гласит, что это любовь к родине, к отечеству, одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. Вот, деятельность библиотек, конечно же, неразрывно связана с патриотическим и духовно-нравственным просвещением своих читателей, в том числе, конечно же, молодого поколения. Вот я понимаю, что здесь собрались коллеги, педагоги, которые работают с младшей
классниками, младшими школьниками, да, я работаю во взрослой библиотеке, поэтому моя категория с тем, кто мы работаем, это уже ваши выросшие дети, да? То есть то, что вы им дали в начальной школе, подхватываем мы. Ну и вот, конечно же, эта работа библиотек вот с патриотическим духовно-нравственным воспитанием нашего подрастающего поколения, молодого поколения, это уже, скажем, устоявшаяся работа, которую библиотека будет вести, я надеюсь, веками. Потому что библиотеки, они вечны. Да, сами знаете, сами были когда-то студентами и занимались у нас. И вот, конечно же, библиотека своим интеллектуальным потенциалом своих фондов, своих книг, она очень богата и очень востребована нынешним поколением нашей молодежи. Ну вот через задачу, какие задачи мы ставим себе, через книгу утвердить в создании молодежи уважение к культурному историческому прошлому России и ее традициям, развить систему духовно-нравственного и патриотического посвящения и через изучение именно истоков родного края приобщиться, создать условия для осознания себя патриотом своего края, своего города, своего места, где ты родился, где ты живешь. Ну и вот важной составляющей в процессе работы является, конечно же, у нас документальный фонд, да, на чем мы основываемся, на что мы можем опереться. Ведь вы в своих вот сейчас докладах, я видела, книг много, и книги важны для первоклашек или для студентов 5-го курса. Все равно это книга. Поэтому, конечно же, библиотека здесь очень вам будет в этом полезна. И, конечно же, в Национальную библиотеку достаточно много приходит педагогов, чтобы вот познакомиться с нашей литературой. И я вам хочу представить только очень небольшую часть, подборку, малую часть тех книг, которые вы можете воспользоваться для работы уже на местах. Это не учебники, это монографии, это сборники сценариев, сборники статей. Ну вот, например, книга «Сыны Отечества» – это сценарий военно-патриотической тематики, их составитель Лидия Чукаева. Сборник вышел в Москве. Следующее издание – это замечательная книга уже профессионального сценариста Елены Вороновой «Воспитать патриота. Программы, мероприятия, игры». Она вышла в свет уже в региональном издательстве, ну, чуть более 10 лет назад, но, что удивительно, эта книга пользуется очень большой популярностью среди наших любимых читателей. И здесь представлены целевые программы, разработки интересных мероприятий, творческих дел, развивающие игры и викторины, сценарии вечеров, выступления гид-бригады, театральной студии. И, конечно же, все они направлены на патриотическое воспитание и духовно-нравственное начало наших детей. Еще одна книга, о которой хочу рассказать, это книга Ирины Агаповой «Мы патриоты». Это уже разработка внеклассных и классных часов для широкого спектра наших детей. То есть, ну, условно, да, спектра вот, параллели с 1 по 11 класс. Все собраны в вот таком удивительном издании. Это классные часы, которые охватывают стороны российской жизни от прошлого к настоящему. Культурные традиции, военные победы, символы и святыни, достижения науки и искусства. То есть вот этот сборник сценариев, они вам наверняка будут полезны. Частично ли, полностью, но этим можно пользоваться. Да? Очень важным фактором формирования патриотизма является школьное историческое образование, да, то, что мы говорим на уроках истории. И такое образование анализируется в пособии Татьяны Буториной «Воспитание патриотизма средствами образования. Модернизация общего образования». В нем автор предлагает методики, которые
помогают дополнить школьную программу по истории. И вот на слайде представлено, да, вот некоторые только книги, но вот хочу еще упомянуть, что есть монография «Воспитание патриотизма в условиях социальных перемен, теорико-методологические и прикладные основы». Эту книгу выпустил Федеральный государственный научный институт изучения детства, семьи, воспитания Российской академии образования. То есть достаточно научное издание. Пособие «Символы войска славы» содержит материалы, представляющие воинскую символику и ритуалы, героические поступки и подвиги военачальника, солдат и офицеров русской и советской армии. То есть исторические данные, советский период нам не дают, скажем, о нем забывать. Да? Ну и хотелось вот еще представить часть журналов, которые будут вам полезны в вашей работе. Это журнал, это, конечно, очень актуальная часть нашего фонда, потому что обновляемость этой информации ежемесячная. Да, все вы знаете, что журналы выходят часто, статьи в них бывают очень интересные. И вот я представлю только небольшую часть всего спектра нашей периодики. Это вот, например, журнал, который издает Министерство обороны России. Это журнал, военно-исторический журнал. Причем вот этот журнал выходит с 1956 года. В нашем фонде есть 1960 года и очень пользуется достаточно большим широким спросом. Журнал «Военное знание» – это научно-популярное издание, которому в 2025 году исполнится уже 100 лет, то есть получается ему 96 лет, очень маститый журнал «Военное знание». И это издание у нас есть в наших фондах с 90-го года, с 1990 года. Журнал, очень интересное издание «История Отечества» Воронцова поля. Вот оно в центре. Всем хорошо известный исторический и очень хорошо иллюстрированный журнал «Родина». В библиотеке у нас хранится с 1989 года. Хорошая хронологическая глубина. И журнал «Честь Отечества». То есть, ну, название говорит само за себя. Очень интересное издание. Ну и, конечно же, удивителен мир православных наших журналов. Вот только, опять же, часть этих изданий, которые выписывает Национальная библиотека, и даже вот здесь вот, ну, просто перечислю, да, названия говорят сами за себя. Это «Русский дом», журнал для, православный журнал для патриотического направления «Русский дом», журнал «Покров», «Православная беседа», научно-методический журнал педагогам. Это очень важно, да, чтобы методическая была часть. Это духовно-нравственное воспитание, прямо таким вот очень открытым названием идет. У него есть приложение «Задушевные беседы», где есть тоже сценарный материал к вашим урокам. Журнал для женщин «Славянка» и журнал для сомневающихся «Фома». Еще раз упомяну, что это только часть тех изданий, которые получает Национальная библиотека. И в них очень много рассматривается вопросов для детей, для работы с детьми, для работы родителей с детьми, для работы школьного учителя с родителями. Достаточно интересный материал. Ну и, конечно же, в сегодняшних условиях часть вот этого фонда я вам немножко рассказала, но мы гордимся не только своим фондом, и хотя фонд у нас очень важен, да, но и тем материалом, которые готовят наши специалисты. Сейчас вот в пандемийных условиях, конечно же, это у нас вылилась работа в двух направлениях. Мы и онлайн выходим на страничках сайта или на страничке в социальной группе ВКонтакте нашей библиотеки. И есть и офлайн мероприятия, которые мы выходим в ваши классы. И очень нас приветствуют. Детям очень нравится. Знаете, когда вот на личном опыте ощущаешь, когда заходишь в класс,
и начинаешь разговор, начинаешь рассказ о том или ином произведении, о каком-то историческом событии, вот дети меняются. Любые. Мы работаем с любыми возрастами, опять же, от 1 до 11 класса, от вузов и СУЗов, все категории нашей молодежи, 1 класс тоже молодые. Вот. И человек очень меняется, когда урок проводит учитель, привычный учитель. Это привычно глазу ребенка. Да? Он уже к вам приспособился, он знает, что от вас ожидать, он знает, кто вы, или не хочет знать, кто вы. Вот. А когда приходит чужой человек, ощущение у ребенка другое. И вот внимание детей совершенно другое. Классы разные бывают. Классы бывают веселые, классы бывают умные. То есть, но когда приходит чужой человек, это совсем иное. Внимают даже те, которые отвлекались на обычных уроках. Вот. А еще, когда завершится в нашей национальной библиотеке ремонт, и мы вас всех приглашаем в свои классы приводить, и мы очень рады будем вас встретить в новом обновленном здании, и тогда у ребенка совершенно вот другая мотивация. То есть в чужих стенах он ведет себя и слушает он совершенно по-другому. И это запоминается. Это запоминается. Поэтому то, что мы перешли на онлайн-мероприятие, есть у нас такая категория, да, то, что вот нынешние условия это вот, вынудили нас это сделать. И мы готовим свои обзоры литературы уже и выкладываем на наших вот интернет-площадках. Я вам хочу представить сейчас вот такой обзор небольшой.
Вот такие видеообзоры вы можете использовать в своих уроках. Они расположены на нашем сайте, ВКонтакте. Поэтому смело берите и показывайте своим ученикам. Ну и еще вот распространение своих фондов, популяризация своих фондов, своих сокровищ, как мы называем, вот можно происходить другим путем. Вот есть у нас такой ресурс, это Яндекс.Дзен, вы тоже там можете заглядывать, там тоже интересная есть информация. Есть такой канал «Православный мир новости», который был создан библиотекарем Свято-Преображенского прихода города Сыктывкара Еленой Александровной Чевыкиной. И вот мы стали вместе сотрудничать, и Елена Александровна на своем канале размещает наши вот такие же видеообзоры. Ну, например, вот здесь я на слайде вам представила, была подборка «Снег идет на Рождество», читаем стихи русских поэтов к Рождеству. Можете использовать этот ресурс. И издания, периодические издания, тоже подборка периодических изданий, тоже вот здесь представлена на слайде. Но вот если взглянуть, ну, скажем, без статистики мы не можем, да, тоже существовать, просто вот для себя определить, зачем мы это делаем, может, это никто не смотрит. Нет, смотрят. Вот, например, подборку стихов посмотрела, было просмотров 1625, то есть достаточно большое количество, да, и вот онлайн-обзор просмотрели 1234 человека. То есть приятная цифра, да, вот, то есть то, что ты делаешь, это будет полезно. И что самое примечательное, после вот этих постов идут, можно оставить отзыв, и, честно признаюсь, отзывы лестные. Это приятно. То есть вот что ты делаешь, вот отклик от слушателей, тот, кто посмотрел, тебя радует и воодушевляет. Ну и вот, конечно же, офлайн мероприятия тоже мы проводим, и я вас нацеливаю, чтобы вы тоже наши мероприятия заказывали. У меня не идет. Вот. Заказать мероприятие можно у нас на нашем сайте. Есть такой прямо раздел. Вот в верхней строке мероприятия на заказ. Раскрывается страничка. Это большая градация для заказов, то есть вот есть и школьники 5-8 классов, есть и книги для школьников, есть и учителям тоже заказные мероприятия для 9-11 классов. Ну вот перечислю только некоторые патриотического направленности мероприятий, и более 20 у нас создано нашими коллегами. Например, вечер-реквием маленьким героям Большой войны посвящается. Час воспоминаний о блокаде Ленинграда, был город-фронт, была блокада. Есть урок мужества, ты в памяти и в сердце Сталинград. Разработаны уроки патриотизма русской армии солдат, доблестный герой. Уроки памяти Освенцим, 1689 дней ада. И Афганистан, живая память. И еще очень-очень много таких интересных мероприятий. Но опять же немного статистики, да. Вот если урок памяти Освенцим, 1680 дней ада, в этом году был заказан на вот, уроки в школы города более 15 раз, по-моему, 16, вот я не обсчиталась, может быть, лекция, мультимедийная лекция, презентация тайной разведчицы Зои Воскресенской. Старшее поколение знает, что Зоя Воскресенская – это детская писательница, которая писала о Володе Ульянове. А оказывается, она была секретным военным разведчиком в годы Великой Отечественной войны. После смерти Сталина она была сослана и была
работала, служила, так скажем, не в ссылке была, а работала у нас в Архуталаге. То есть немногие знают, что такая писательница, которую мы все хорошо знаем как писательницу о Владимире Ульянове Ленине, была здесь у нас. Вот. И так вот, тайно-разведчицы Зои Воскресенской мы провели более 10 раз. То есть вот такие вот интересные у нас факты. Ну и у нас сложились партнерские связи со многими школами, со многими техникумами, со многими учебными заведениями города. Ну и вот есть у нас очень интересное начинание. Школьники – это хорошо, СУЗы, вузы – это тоже замечательно. Но есть у нас бывшие школьники, которые ныне служат в рядах Вооруженных сил России. Да? Вот. То есть это та категория, которая тоже считается молодыми читателями, да, молодежью. И вот именно те ребята, которые очень нуждаются в патриотизме, очень нуждаются в духовности и нравственности, тоже сейчас у нас набирается обороты целая программа для вот таких молодых людей, которые служат в рядах вооруженной силы в нашей воинской части. И вот ряд мероприятий уже были проведены и готовятся следующие даты. Поэтому вот для завершения хочется сказать, что сегодня очень много говорить о существующих проблемах воспитания личности гражданина, воспитания патриота, включая проблему духовно-нравственного просвещения молодежи. Но слова остаются лишь словами, если не действуют. Библиотеки действуют. Спасибо. Спасибо большое, Елена Николаевна. А мы продолжаем. Я приглашаю сюда Светлану Александровну Табаеву, педагога дополнительного образования средней школы 30 города Сыктывкара, с докладом «Детская периодика в России от Петра I до наших дней». У нас 3 доклада, мы до 16:30 планировали. Да, если мы по 10 минут уложимся, то хорошо, все в порядке, потому что какие-то... Да. Если нет, то давайте перестроимся. Я быстро. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Так сложилось, что я сейчас немножко продолжу тему о библиотеке. Мы с ребятами задались вопросом, какое место в жизни современного школьника занимают периодические издания, какова история возникновения изданий в России, в том числе для детей. И вот идея проекта «Детская периодика в России от Петра I до наших дней». Авторы проекта – дети, школьники, Докшина Ульяна и Докшин Алексей. Мы предположили, что история детских изданий берет свое начало от изданий для взрослых и продолжает развиваться в современном мире. Первое массовое периодическое издание в России – это газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах», которая начала выходить в 1703 году по указу Петра I. Эту дату, 13 января по новому стилю, с 1992 года отмечают в России как День российской печати. Любопытно, что сам царь нередко выступал редактором этой газеты, лично отбирал материалы для публикации, иногда сам правил тексты. Удивительно, да, мы недавно слышали о том, что он писал несколько неграмотно, но здесь он выступает уже как редактор. Первая газета издавалась типографским способом, и это был очень хороший толчок к развитию русской журналистики в целом. Сменила Петровские ведомости газета «Санкт-Петербургские ведомости», которая начала выпускаться в 1728 году. А в этом же году появился первый опыт издания русского журнала для взрослых. Все-таки это были издания для взрослых. Первый русский детский журнал «Детское чтение для сердца и разума» начал выходить в Москве в 1785 году. Издатель Николай Иванович Новиков, российский писатель и журналист. Журнал выходил в составе газеты «Московские ведомости» еженедельно небольшими тетрадками. Отдельная детская периодика начинает появляться в середине XIX века. Это были журналы с полезными дидактическими материалами для детей.
Первая развлекательная периодика для детей стала появляться только к началу 20 века. В нашем исследовании мы узнали, что журнал «Мурзилка» и «Юный натуралист» существуют уже более 90 лет, а веселые картинки чуть меньше. На них и сегодня можно сделать подписку и получать их по почте, как это делали наши родители. В настоящее время выпускается много разных интересных журналов для детей и подростков. В зависимости от того, на какой возраст рассчитано издание, редакция определяет его содержание, структуру, форму и объем. В связи с появлением и внедрением во все сферы жизни компьютера и интернета появилось очень много детских веб-журналов, красочно оформленных, содержащих в себе виртуальное игровое начало. Еще в нашем исследовании мы узнали, что дети и взрослые могут стать авторами материалов, напечатанных в журнале. Так, например, команда детей из кружка робототехники, я работаю преподавателем дополнительного образования по лего-конструированию, мы участвовали в технологическом фестивале Технофест Коми. И по итогам этого мероприятия была опубликована статья в нашей местной газете «Радуга». Статью подготовили ребята и их родители. В ходе исследований мы выяснили, что современные газеты и журналы очень сильно отличаются от первых изданий. Они разнообразны, более содержательны, ярко и красочно оформленные. Но, несмотря на это, их значение в развитии ребенка остается неизменным. Детские газеты и журналы – проводники в мир чтения. Изменилось лишь отношение детей к периодическим изданиям. Готовя этот доклад, я задалась вопросом, какова все-таки роль чтения, да, и живого чтения в современном мире. И факты неутешительные. За последние 20 лет статус чтения, его роль, отношение к нему в российском обществе, как и во многих странах мира, сильно изменилось. Социологические опросы жителей России показывают, что значительно снизился интерес к чтению не только у школьников, но и среди категорий граждан, которые имеют высшее образование. В 2006 году по заказу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Российского книжного союза разработана национальная программа поддержки и развития чтения. Принятие и реализация этой программы диктуется острой жизненной необходимостью. А как реализуется данная программа, это уже другая история. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Александровна. А я передаю слово Валентине Александровне Мальцевой, руководителю Центра патриотического воспитания и межнационального сотрудничества Сыктывкарского государственного университета. Тема «Патриотизм как объединяющая национальная идея России». Уважаемые участники рождественских чтений, я бы хотела сегодня остановиться на проекте, который мы выиграли, грантовый проект в Министерстве просвещения Российской Федерации, и провели его на базе СГУ имени Петерима Сорокина. Работа, которая была проведена в рамках проекта, она выступила в роли культурообразующего института. И в этом году Сыктывкарский государственный университет будет праздновать 50-летие со дня рождения. И в этом году, в 2022, 90 лет будет Коми педагогическому институту. В рамках как раз этих мероприятий я очень хотела рассказать на примере этого проекта, о новом проекте, который мы хотим провести. И я с удовольствием хочу в этот проект пригласить работать обязательно и батюшку Стырова Максима, и обязательно Марину Михайловну, это школа номер 24, и Национальную библиотеку. Это новый проект, который будет называться «Моя малая Родина». Вначале я покажу вам, как мы провели вот проект, который был выигрышный, и был выигран 1 миллион рублей на примере одного района, в котором мы ездили со студентами.
То есть у нас есть возможность в рамках другого проекта «Моя малая Родина» вывозить детей, то есть учащихся школ, с разрешения, конечно, родителей вместе с батюшкой и другими организациями в районы нашей республики. Это 20 муниципалитетов республики. Обратите внимание, что проект, который мы реализовали, он был направлен на туристское краеведение и включал в себя как раз патриотизм как компонент, который отразился в этом проекте. Это как раз эмоциональный, это любовь к родине, это к родным местам, родному языку, родной природе, уважение к героическому прошлому своей родины, к традициям и обычаям своего народа. Кроме российских студентов мы вывозили иностранных студентов, и наша задача была показать им, как поставлена вообще работа, жизнь, что такое православие, какие бывают события в православии, какие есть дни памяти. И мы им смогли это показать на примере этого проекта, и я думаю, чтобы они хорошо относились к России. Интеллектуальная как раз компонент – это знание истории Родины. И вот если говорить о знании истории Родины, а иностранные студенты и российские студенты историю изучают, и я удивляюсь, как сейчас студенты даже из Египта хорошо знают историю России, потому что мы проводим разные квесты, мы работаем по этому направлению, и им не безразлично, какие у нас есть как раз задачи и проблемы, которые стоят в России. Дальше интернациональный, или он называется потребностно-мотивационный, волевой. И здесь включает, надо уметь любить Родину, как служить ее интересам, как уважать эти интересы, как следовать традициям и нравам российским. Это очень важно, воспитывать в студентах вот этот компонент. Я сама преподаватель, доцент кафедры начального образования, и я привела сегодня сюда студентов, много студентов. Почему я и хотела, чтобы они вот везде поучаствовали, некоторые сейчас на второй секции, на третьей секции. И я хотела вот этим как раз показать, что патриотизм, он проявляется в разных компонентах. И вот студентка, которая сидит, Екатерина, я очень рада, что мы договорились. И Марина Михайловна, она берет под опеку эту студентку, а эта студентка уже сейчас будет писать про истоки. Это в процессе как раз вот сегодняшней рождественской конференции, рождественских чтений зародилась. И это очень здорово, что на ваши уроки по истокам будет приходить Екатерина, и она подхватит эту идею. А потом мы это отразим сперва в курсовой работе, а потом в дипломном проекте. И потом мы проведем анализ, большой исследовательский анализ, я уже знаю какой. И мы в следующем году выступим уже о процессе работы и исследования. Вот как дети работали с учителем, с наставником, и как они к 4-му году обучения повзрослели. И как они, как раз вот этот 4-й деятельностный компонент уже отразился у них в учебе. То есть тут как раз активное и сознательное участие в деятельности. А деятельность у нас бывает разная. Это как раз и общественные интересы, это бережное отношение и к собственности. А если мы научим их бережному отношению, то и будет бережному отношению и в семье, и в обществе. Поэтому эти задачи, которые стоят перед нами, они отражаются вот в любом патриотическом проекте, какой бы мы ни взяли. Вернемся к проекту, который мы реализовали. Это как раз разработка маршрутов с краеведческой составляющей. Как мы его реализовывали?
Мы ездили в Сторожевскую школу, вот на первой фотографии, и посмотрите, мы объединили как раз около Сторожевска студентов нашего университета и школьников. И рассказывали школьники о своем районе. И это как раз как культурно-историческое наследие мы показали и иностранцам, и российским студентам. И этот проект, он оставил неизгладимое впечатление у самих как раз обучающихся и университета. Мы провели большую конференцию, выпустили сборник. И посмотрите, 274 работы были опубликованы. Какие мы задачи рассматривали и какие направления патриотические на конференции. Я не буду перечислять, но посмотрите, это и во всех сферах, и в IT-технологиях, в туризме, в предпринимательстве, история семьи. А на следующий год мы обязательно возьмем и в конференцию, я думаю, что мы обязательно, батюшка, с вами проведем такую конференцию, где будет 6-й пункт. И это будет пункт как раз церковь и общество. Церковь и подрастающее поколение. И мы сюда обязательно привлечем не только учеников школ, но и их родителей. И это будет как раз, опять же, культурообразующий как институт. Обратите внимание, что мы провели краеведческую экспедицию. Она была направлена на то, чтобы познакомить с становлением советской власти, с ГУЛАГом, память о Великой Отечественной войне, вначале на примере одного района. Дальше мы провели уже и в других районах. Что хорошо, когда есть деньги, то мы можем путешествовать. И я вот заявляю, вот тот проект, который мы сейчас будем организовывать, он тоже будет для вас бесплатным. То есть мы берем на себя все расходы, и мы можем самых лучших детей, заинтересованных, которые в каждой школе, я думаю, есть, и каждый учитель, кто захочет работать, они обязательно откликнутся, и мы сообща проведем с вами вот такую большую работу, которая завершиться должна будет у нас в начале, первый этап, это онлайн в феврале, а второй этап, он вольется в форум, и предположительно он будет 21-22 апреля 2022 года. Все информационные письма я сейчас, познакомившись с вами, обязательно разошлю, лично принесу вам. И я хочу, чтобы мы вот такую большую работу провели совместно. Мы в рамках как раз проекта «Мое Отечество, кроме край» провели разные мультимедийные разработки. И вот сейчас, например, если говорить о остаточных явлениях вот этого проекта, где это у нас все есть. Мы создали краеведческий кабинет. Вот посмотрите, я не буду тратить ваше время, сколько мы провели разных конкурсов, сколько районов участвовало. Посмотрите, 265 работ – это национальный региональный конкурс «Талантливый я». Это вся республика Коми или Коми-Му на ладошке. Это серия дидактического пособия. И я с удовольствием поделюсь, электронные адресы можете оставить. И вот патриотической направленности все работы серий я вам перешлю. Обратите внимание, что фестиваль педагогических идей был проведен. Вот эта вот конференция, она вылилась в сборник статей на основе вот этой конференции. И у нас выпуск был около 3000 экземпляров. То есть мы тоже можем с вами поделиться. Далее, в рамках проекта мы организовали, и он существует, этот краеведческий кабинет «Этнолаб Коми» с патриотической направленностью. Этот кабинет располагается в Коммунистической 25, здании педагогического института. И было закуплено, обратите внимание, оборудование, мебель и техника. И он существует, этот кабинет. И если когда-либо кто захочет работать, например, в рамках какого-то мероприятия,
мы с удовольствием откликнемся и в рамках прямо вот этого кабинета сможем организовать любое мероприятие. Далее я уже вот пообещала Марии Михайловне, что мы вышлем вам детскую энциклопедию, которую тоже создали в рамках этого проекта. Называется «Детская энциклопедия в далеком северном крае. Традиционная культура народа Коми». Она здесь отражена, и тоже эта энциклопедия выпущена в ярком красочном варианте, но есть и в электронном варианте, и я готова поделиться, потому что там уже готовые разработки для того, чтобы вы проводили или в школе, или в общеобразовательных учреждениях других. Мы подготовили дорожную карту «Мою Родина», идеология, стратегии, технологии воспитания патриотизма, и создана интернет-карта вместо карты Республики Коми. Но кроме этого, за прошедший год еще мы создали уже этих карт по каждому региону. Эти карты есть. Это большая проведена работа. И эти все карты у нас существуют, это все есть карты. И обратите внимание, что сейчас мы собрали учебные материалы по 19 муниципалитетам, где включили в работу, в деятельность активных участников патриотической направленности. Вот я, поскольку работаю не только с начальным образованием, но и читаю лекции на направлении туризм, студенты очень откликаются на эту работу. Для чего я пришла сюда? Какую проблему поднять? Я хочу, чтобы мы вместе сообща это делали, чтобы мы вместе работали, чтобы мы работали с церковью обязательно. И у нас очень хороший потенциал у обучающихся, только надо правильно их направить. И хочу как раз на примере «Мое Отечество Коми Край» показать, что было бы желание. Если есть желание, то мы сможем сообща вот такие вот работы выполнить. Какая у меня пришла идея в процессе сегодняшних чтений? Я думаю, что двум студентам, которые пишут сейчас, еще будут писать, еще темы не обозначены, это курсовые работы по рождественским чтениям. Мы с батюшкой подумаем, какое направление им дать, но это будет обязательно по рождественским чтениям. И мы вовлечем как раз будущих педагогов в эту работу по рождественским чтениям. Я думаю, это будет очень большая и полезная работа. Ну а в дальнейшем они смогут написать уже, думаю, дипломные свои проекты. Это 3-й курс, и будет здорово, если они найдут вот отклик и у 30-й школы, потому что вы как раз можете материалом помочь. Это и национальная библиотека, и обязательно это школа номер 2 Выльгарта. Поэтому, если мы обратимся, я думаю, вы будете не против. Если я сейчас попрошу тоже у вас адреса электронные, то вам вышлю вот эти пособия, эту энциклопедию, и для того, чтобы вы видели, как можно в классе, в школе, на площадках проводить вот такие работы. Я вам показала маленькую толику этой работы патриотической на примере «Мое Отечество Коми Край». Та работа, которая будет по проекту «Моя малая Родина», она будет включать 9 разных номинаций. Мы эту работу запустим, когда я обращусь к вам, и я думаю, вы все откликнетесь. И обязательно я приглашаю, батюшка, вас, чтобы вы тоже в эту работу вовлеклись. И хочу, чтобы и вы нас беспокоили, Сыктывкарский государственный университет, чтобы мы вам тоже помогали. Спасибо за внимание. Да, пожалуйста. Онлайн? Да. Значит, я создала авторский курс. Это сайт... Можно включить? Если, по-моему, там отражено. Создала авторский курс. Он называется «Эхо русского слова». Вот каждое движение, какое мы совершаем со студентами, он отражен во многих разделах. Поскольку я работаю с иностранными студентами и веду еще русский как иностранный язык,
то это отражено, например, в разделе 1. Но вы можете зайти, мне кажется, не отразила, можете зайти на сайт СГУ имени Петерима Сорокина, кроме вот моего личного сайта, я могу вам его тоже выслать, и там есть архив проектов, которые вот лично я, например, как автор, или наш университет. Это называется площадка «Территория просвещения». Дело в том, что я открыла Центр русского языка за рубежом, работаем, но там немножко другое направление, но тоже оно на патриотику направлено, чтобы иностранные граждане уважали наши интересы, уважали и любили Россию. Оно направлено на это. А проект патриотический, который вот этот именно, он там тоже отражен, и там все поэтапно. Как мы его делали, с какими трудностями сталкивались, какие уже итоги мы подвели. И там полностью выложены конференции и методические пособия, там все есть на территории просвещения. Но вы можете еще заглянуть на личный мой сайт, это ВКонтакте расположено, и на сайте «Внеучебная работа» Сыктывкарского государственного университета «Эхо русского слова». Там есть, кроме проектов, еще и работа нескольких клубов, которая тоже отражает патриотическое отношение к нашей жизни уже. Это и клуб «Формула талантов». И, кстати, я приглашаю ваших учеников. У нас по пятницам мы проводим мастер-классы, изделия из любых материалов. Это все бесплатно, это все грантовые деньги. Мы постоянно их выигрываем, работаем. Вот. И, например, в эту пятницу мы будем делать игрушки на елку в 17 часов. 17-17:30. Звоните, приходите. Есть клуб IT-технологий. И там тоже у нас все прикреплено вот на этом моем авторском сайте. И это называется все инновационная лаборатория. Что это делает клуб? Этот клуб, он как раз показывает, как работать с IT-технологиями. И этот клуб учит создавать как раз новые продукты, как создавать сайты. То есть студенты уже учат школьников. Дальше. Преподаватели учат работать как паять, как ремонтировать розетки, как создавать программы. Пожалуйста, прикладные. У нас все на прикладное. Очень развит спорт. Это клуб единства. Иностранные студенты с российскими студентами спортом занимаются. И это все бесплатно на базе нашего университета. Дальше есть клуб по межнациональному сотрудничеству. Я призываю, поскольку я сама председатель Межнационального союза молодежи НКО, МСН, сейчас есть возможность поехать в Москву для того, чтобы принять участие в форуме ежегодном с 7 по 12 декабря. Вот на этот форум, для того, чтобы как раз этот форум принять участие, где формируется идентичность и многонациональность российского народа. И все лекции будут посвящены как раз форума этим компонентам. Поэтому я очень прошу, чтобы вы зашли и посмотрели на сайт просвещения. Это первый внутренний сайт «Площадка». И второй на «Эхо русского слова». Там каждый день обновляется работа. Центр инициатив предлагает разные формы работы. И в завершение своего выступления хотела бы сказать, что все вот сегодня выступающие, они выступили в роли как раз с функциями сохранения и развития национальной самобытности. Вот каждый показал свою самобытность. Формирование как раз гражданской национальной идентичности. И все мы направлены на то, чтобы подрастающая личность, она была, будем так говорить, полноценна. То есть каждый гражданин, чтобы был таким человеком, чтобы не нарушал нормы закона, чтобы любил свою родину, чтобы уважал старшее поколение, чтобы знал, что существует православие. Это как путь православия, как помощь жизни. И чтобы вот
это они впитывали уже с детства. Вот для чего я привела сегодня студентов. Чтобы студенты вот побыли на конференции, они знали, что те учителя, которые работают в школе, они это же придерживаются, что и должно быть и у ну, в жизни дома, в жизни на улице, в жизни в обществе. И вот это как раз как путеводная звезда нашей сегодняшней конференции или рождественских чтений, что мы должны в условиях глобализации вырастить гражданина, который жил бы качественно. Спасибо. Спасибо большое, Валентина. И у нас еще остался один докладчик, отец Максим. Пожалуйста, тема доклада «Иисус Христос как учитель». Друзья дорогие, мы уже все устали, время наше закончилось. Поэтому я вам сейчас предлагаю не доклад, а я предлагаю тему, и чтобы мы сами подумали и сказали, вот, что вы в ней видите. Вот апостол говорит, Павел, что в нем, в Иисусе Христе, все сокровища премудрости и разума сокровенны. И мы с вами много говорим о православии, о культуре, об истоках, но это ведь все производное. А в центре вот этого всего личность. Личность одного. Личность Сына Божьего Иисуса Христа. Вот что Он творил, что Он делал, как Он нас ведет к Богу. И я вам сейчас предлагаю подумать об этом. Вы же должны знать Евангелие, вот само, какие Он притчи рассказывал, как Он поступал, как Он делал, какие Он сотворил чудеса. Вот что можно сказать о Нем как об учителе? Он может быть примером для педагога? Если да, то вот что именно из него мы можем взять, из его жизни, из его слов? Да, я слушаю вас. У нас написана статья, она будет опубликована, ее можно найти, она уже на сайте выложена. Вот. Я мог бы рассказать сам, но мне хотелось, чтобы вы сказали. Любовь к людям. А как это проявляется? Да, конечно, любовь к людям. Безусловно, это главнейшее. Как учитель ты уважаешь, любишь детей, которым преподаешь, которых воспитываешь. Как же любить? А в каких словах, в каких делах это проявляется в Иисусе Христе? Ведь это может быть очень разнообразно, и в каждом человеке это можно найти. А вот именно Христос, как Он любил людей? Прощал. Разве? Прощал, да. Ну вот что значит принимать такими, как Он есть? Понимаете, Евангелие, вот сама суть Евангелия, оно событийно. Там философии почти нет. Там вот нет таких фраз, к которым мы привыкли, допустим, принимал людей такими, как Он есть. Вот апостолы так не пишут. Они пишут, и после этого пришел Иисус туда-то, в такой-то город конкретный, и там такой-то человек, и Он ему сказал это, а он ответил это, и сделал потом это, и получилось это. Потом он шел дальше, и там встретил другого, понимаете? Вот Евангелие, оно такое, оно без философии. Вот какое-нибудь чудо, какое-нибудь событие, какую-нибудь притчу его, расскажите, которая показывает, как он любил людей. И как, соответственно, значит, как и мы должны любить людей, в том числе и как учителя. Вроде много читаешь, а вот так вот очень сложно привести пример. Ну давайте я приведу пример, а вы его попробуйте объяснить. Допустим, история с Захеем. Во время Иона в Ниде Иисус в Иерихон. Вот он вошел в Иерихон. Там был человек некий именем Захей. Вот что произошло? Как Иисус его полюбил? Как произошла их встреча? Что произошло с Захеем? Как Христос проявил свои, так сказать, вот качества как учителя? Это читается всегда на освящении дома, на освящении квартиры. Это Евангелие читается. И при подготовке к Великому посту. Как мы близки к православной культуре, как мы далеки от Христа. Да?
Хорошо, другая история. История с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Евангелие от Иоанна. Исцеление расслабленного на купели в Иерусалиме. 37 лет человек лежал расслабленный. Что ему сказал Иисус? Исцеление слепого, неделя о слепом. Тогда это все домашнее задание. Да. Ну, первый пункт понятно. То есть любил людей. Вот я обозначил несколько. Пожалуйста, читайте, вникайте, разбирайтесь, слушайте толкование. Что еще можно сказать о нем, как об учителе? Хорошо. Как он учил терпению? Что он говорил про терпение? Какими притчами он объяснил, что такое терпение? Как он проявил свое терпение? Он прошел такие испытания людей, но все равно остался верен людям, верил им, любил их. Даже после того, как они убили его, да, он все равно любил, терпел. Можно сказать, да, пример. Это крест, конечно, это крест, да. Господи, прости, не ведают, что творят. Молитва за врагов, распинающих тебя. Да? Иногда не терпим и тех, кто даже просто криво посмотрел, не так поздоровался. Молится за тех, молится, показывает пример. Он сказал это словом, да, любите врагов ваших, делайте добро ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. И он это сделал. Все заповеди, которые дал Христос, он сам и исполнил. Хорошо, да, лучше. Еще. Что еще можно сказать? Кстати, терпение – это как раз грань любви. Вот это все называется любовь, а терпение – это одно из проявлений любви. Что еще? Какими он педагогическими приемами пользуется? Какими техниками, говоря современным языком? Прежде всего, это, конечно, слово. Это слово. Слово. Самое главное – это слово. Сегодня мы очень много показываем, сегодня мы гонимся за наглядностью. Слово сильнее. Картинка лучше доходит, но слово глубже. Слово сильнее. Слово меняет сердце человека. Картинка не может изменить сердце человека. Оно может, картинка запомнится, останется в уме, но сердце поднять не может. Только слово может дойти до глубины души. Но Христос говорит слово. А кроме слова? Конечно, слово соответствует жизни. Да? Как часто он обличает лицемеров. Говорит, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. По делам, то, что они говорят, делайте, по делам их не поступайте, потому что говорят и не делают. Вот это самый большой грех, который может совершить человек, да, он постоянно обличает это. И учитель. Учитель это тоже может быть, да, вот это лицемерие, нарушение слова и дела. Поэтому целомудрие, вот Христос ведет к целомудрию нас, да, к соответствию. Если ученику ты 10 лет рассказываешь одно, и он потом тебя увидит за другим, ты перечеркнул все 10 лет. Согласен. Да, да. Цельность. Соответствие слова. Еще. А какая его речь? Каким он пользуется приемами? Вот он говорит, как он говорит? Какие? Да, да, безусловно. Очень точно, кратко, лаконично. Ну, вспомните какие-нибудь фразы, такие вот, которые не в бровь, а в глаз. Одна из них, кстати, стала девизом наших чтений. Когда ему принесли, когда им принесли монету и спросили, платить, подать кесарю или не платить, чтобы его потом обвинить, что он велит не платить, или наоборот обвинить в том, что он велит платить. Что он говорит? Покажите мне эту монету, да, ему когда показывают, чья это надпись и подпись, чье это изображение и надпись? Кесарева. И что он говорит? Знаменитая крылатая фраза, как раз про Петра Первого. Отдавайте. Так отдавайте кесарю кесарева, а Божие Богу. Да. Не судите, не будьте судимы, таким судом судите, таким судят вас. Давайте и дастся вам. Такие фразы емкие, такие простые, игра слов идет, да, игра слов запоминающиеся, антитезы, противопоставления, созвучные слова. Прощайте и прощены будете. Ищите и найдете, толците и отверзится вам. Еще какие приемы в его речи.
Тамара Александровна, какие еще приемы Христос использует в своей речи? Мы говорим об Иисусе Христе как об учителе, о его педагогической деятельности. А мы вас привлекаем, мы привлекаем вас к нашей беседе. А ничего, не поздно включиться. Нам очень хочется, чтобы вы включились. Какие использует Христос в своей речи приемы, в своей педагогической деятельности, как учитель? Все возможно верующим. Он бы сказал на этот случай, все возможно верующим. Антитезы, противопоставления, да? Богач и Лазарь. Умер Лазарь, да, и отнесен был на лунное равно. Умер богач и отнесен был, и похоронили его. Загадки, ответы вопросом на вопрос. Его спрашивают, а он в ответ задает вопрос. Спрошу я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я вам отвечу. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человека? Они посовещались, говорят, не знаем. И я вам не скажу, какой силой это делают. Да? Если вы не хотите признать крещение Иоаннова. Вот. Это один из коварных вопросов, которые мы задавали. Хорошо. Что еще можно сказать об Иисусе Христе, как об учителе? А? Учитель, который любит. Что такое любит? Как любит? Вот как? Приведите пример. Расскажите о чуде. Процитируйте слова. Чем? Так, что он об этом говорит? Да, он говорит, кстати, об этом. Он приводит этот пример. Ну что, в каком контексте он об этом говорит? Он говорит, женщина, когда рождает, терпит боль. Но когда родит ребенка, не помнит себя от радости, потому что пришел человек в мир. А о чем он говорит? Это ведь это такая мини-притча. У него много в речи таких маленьких притч. О чем это мини-притча? Да, это рождение нашей души через страдания. О том, что христианская жизнь – это всегда крест. Бери свой крест и следуй за мной. Но через этот крест, через эти страдания рождается наша душа. И мы терпим боль, когда эта душа рождается, да, как женщина, рождающая ребенка. Но когда душа родится, то есть когда она оторвется от своей гордыни, когда она придет в смирение, мы уже не помним себя от радости, потому что пришел человек в мир, ты уже родился как человек во Христе. Я вас призываю, женщины, к этому. Я не буду сейчас все остальное пересказывать. Познакомьтесь с нашей статьей. Она есть на сайте. Вот, мы, кстати, подготовили эту статью вместе с Денисом Владимировичем Сузьяном, с Михаилом Мищенко и спокойной Татьяной Владиславовной Истоминой. Это вот последняя работа, которую она начинала, но не закончила, но мы ее считаем нашим соавтором. Вот мы постарались проанализировать Евангелие, прочитать. Обратите внимание на внешний облик Христа как учителя. Он тоже немножко описывается, да? На его пол, почему именно учителя мужчины считаются более авторитетными. На его отношение к детям, что он говорит, да, о том, что нам самим надо стать как дети, иначе мы не войдем в Царство Небесное. Не только учить детей, нам самим надо стать как дети. Много что он говорит. Почитайте Евангелие вот с этой точки зрения, увидите, потому что в нем все сокровища премудрости, и каждый человек в каждой профессии, он может в нем видеть, а особенно учить. Особенно учить. Я вас к этому призываю. Я думаю, что мы этот разговор еще когда-то продолжим. Спасибо. Спасибо большое. Честно, спасибо, отец Максим, как всегда, до глубины души дотронется, и потом уже думаешь несколько дней. Я еще вот с последней встречи вот проводили вместе вебинар для учителей по терпимости, да, толерантность, не люблю слово, и тоже так совсем недавно знакомый, но так затронул все струны души, что очень приятно слушать, и слава Богу, что есть такие люди, которые до нас доносят законы Божии и как мы с вами должны жить. Спасибо всем вам большое. Я вам всем желаю здоровья, мудрости, чтобы у нас у всех было все хорошо. И тут еще есть 3.
Здесь тоже есть. Дайте, пожалуйста. Кто желает поучаствовать, у нас сейчас 17 часов, в зале сборники, 53 соборы, 30 стол, возможно ли христианская экономика. Если у кого время силы еще есть, то...